Привет, друзья! У нас сегодня с вами внеплановый эфир, не вредных советов, он, конечно, по плану. Мы будем смотреть, точнее, я буду смотреть ваши работы прекрасные, как вы поработали над первыми 3 темами. И как раз я буду смотреть в группе ВКонтакте. У нас поэтому такой с вами свободный сегодня болтательный эфир. Я о теории не буду рассказывать. Так, надо как-то этот звук выключить. Прошу сейчас временно писать сюда, а не в ВК, в группу. И мы с вами... Напишите, как меня слышно, видно. Как ваше настроение. Творческое, конечно же. Хочу сразу, сказать... Кто не знает, вчера открылась школа, онлайн-школа. На самом деле для меня это такое тоже важное событие, к которому я очень долго готовилась. И я вас, конечно, всех приглашаю. artkustovo.school.com. Ссылки есть везде, ссылка есть в шапке моего профиля, ссылка есть, собственно, во всех моих Telegram, ВК и так далее аккаунтах. И вы можете уже пройти бесплатный урок на платформе. Кто-то уже прошел. На самом деле у нас там лента общая с вами, и кто-то уже смотрит и уже даже нарисовал работы вчера, поэтому очень было приятно. Так, друзья, так как меня слышно, видно? Вообще никто ничего не написал. Я не просто так проверяю звук, потому что если звука нету или я что-то не так, то дальше в тишине разговаривать, так и будет. Все. Так, поэтому, мне важно, чтобы вы откликнулись. Отлично слышно и видно. Спасибо. Супер. Потому что, бывают совершенно разные истории, и я-то себя вижу, понятно, а вы-то меня, может быть, и нет. Все хорошо, прекрасно, живые люди. Спасибо. Так, доброго времени суток, слышно и видно. Мое поздравление вам и вашей команде с открытием школы, процветания благодарных учеников вам. Спасибо большое. Будем стараться. Сейчас сразу вам расскажу. 22-го в эту субботу выйдет, собственно, долгожданный курс по каплям. Сейчас анонс будет буквально на днях уже, а пока можете посмотреть, бесплатный урок. Я буду вас радовать, стараться разными курсами, не только своими в дальнейшем. Сейчас пока будут, конечно же, мои курсы, будут марафон. Поэтому присоединяйтесь, до Нового года. Так что у нас много планов творческих, и все уроки записаны в очень хорошем качестве, везде с монтажом, все видно, приближено, видно, что я делаю. Поэтому у нас разные форматы. Естественно, уроки платные в школе, какие-то бесплатные, какие-то платные, когда это марафоны и курсы. Будет не огромная цена, естественно. И уроки будут на все время с вами, то есть без ограничений пользования. Я считаю, что можете посмотреть. Также будет возможность купить, собственно, с проверкой, курс. То есть я буду лично проверять, поэтому можно будет с обратной связью у меня. Потому что мне этого, если честно, не хватало. И наши с вами в Телеграме четверговые рубрики по проверке работ меня как-то очень вдохновили. Я поняла, что это важно. Сегодня будет как раз проверка. И индивидуальная проверка по всем урокам. Собственно, ее тоже можно в пакете для себя купить. Поэтому... По нашему бесплатному с вами марафону «Невредные советы», уже все называют его марафоном, хотя, в принципе, это цикл лекций, цикл уроков. В этот четверг у нас будет урок по лодкам. Мы, как раз этот момент лодки, яхты, элементы яхт, этот момент будем изучать. А сейчас, конечно, у нас
У меня уже просто подготовлен и включен компьютер для того, чтобы начать смотреть ваши работы, которые вы нарисовали в процессе первых 3 недель. Вот видите, я уже вот веду, я уже 4-я неделя, не поверите. Вот, и за 3 недели вы, конечно, уже много очень постарались, поэтому сразу скажу, я буду проверять сегодня не все работы, и это не то чтобы проверка, это скорее, да, момент, я буду отмечать какие-то важные моменты, где мы пошли не туда, на что обратить внимание, где-то вас хвалить, но, естественно, не надо думать, что вот если мою работу не заметили, то я это смотреть не буду. У всех очень типовые всегда ошибки и очень похожие какие-то ситуации, поэтому лучше всегда просмотреть, возможно, и у вас, да, например, того, что и может быть и у меня такая же ситуация, может быть и у меня такая же ошибка, да, поэтому как раз очень важно анализировать себя, потому что нам этого часто не хватает, вот. Если у вас по ходу возникают какие-то вопросы, обязательно мне их задавайте, и я буду отвечать. Сегодня у нас так пасмурно немножко, и дождик, конечно, прям льет, темно, настроение не такое, чтобы вообще. Но мы стараемся, я стараюсь для вас, чтобы немножко мы все отвлекались на творчество. И будем сейчас смотреть работы. Так, вот я уже лампу сломала, вот у меня так бывает. Так, ну что ж, сейчас я как-нибудь это выстрою. Сейчас будет это все у нас пилик, пилик, пилик. Поэтому прошу, не пишите сейчас в чат, кто слышит меня, пожалуйста. Чтобы у меня все не... Я, конечно, отключу звук. Но просто будут вот здесь вот у меня сообщения летать. Так, я настраивала, но в эфире всегда настраивается немножко по-другому все получается, поэтому нам с вами придется чуть-чуть потерпеть этот момент, чтобы я все выстроила так, чтобы мы видели. Что-то близко. Потому что выстраивать по видео одно, а вот выстраивать по прямому эфиру получается немножко по-другому. Так, ну в целом как-то так. Я отмотала до 28 сентября. Я думаю, что видно вам, да, что я показываю. Тут вот как раз, когда я создала чат «Невредные советы». Все радуются. Так, смотрят эфиры, грустят, что не нашли. Нашли, появился эфир. Так, первые работы, конспекты. Сразу говорю, очень нравится мне, когда конспекты вы выкладываете. Значит, вот здесь вот, да, частый вопрос. Тяжеловато дался с перспективой, накосячили. Я уже говорила в эфирах, что ничего страшного, что в начале с перспективой будет сложно, потому что привычка работать с линиями и все-таки работа с тоном очень сильно отличаются. Поэтому здесь понятно, что он вот немножко там какой-то кривенький будет, но он уже будет похож на дом, на здание, да, вот, а не на символ, да, как мы говорили с вами, то есть не на какой-то там... Вот здесь вот окна очень хорошо нарисованы, вот прям хвалю за вот этот момент, не обводки ставни по кругу, а только тень, да, и свет. Я буду достаточно быстро проходиться, смотреть что-то, что... Вот тоже, когда у нас идет тень и свет, да, работа по тону, то мы, естественно, используем дальний план какой-то, да, для того, чтобы подчеркнуть эти моменты. Вот здесь вот это важно, и уже сразу он у нас становится объемный благодаря этому. Вот разные, да, у нас у Светланы типы
исп. Вот первая, вторая прям прекрасно. Вижу, что пробовали с разным освещением. Если это ночь, то как раз будет, как правило, само здание темнее, чем небо. Поэтому тут вот как можно с этим, да, поработать. И, ну, то есть будет как-то так, да, но почти будет сливаться, то есть не так контрастно. Если, конечно, свет снизу, да, из окон, то вот здесь будет свет. Я, в принципе, показываю мышкой, я думаю, что видно, что я делаю. Вот. Ну вот, да, с моментом, когда у нас свет идет, естественное освещение, и когда у нас уже искусственное вечернее, тут можно поработать, можно посмотреть какие-то варианты, да. Так, а если я так буду перещелкивать, ага, будет перещелкиваться на работы. Давайте я лучше буду общую ленту смотреть, потому что буду видеть, что мне смотреть, что нет. Конечно же, конспекты хвалю. Вот такие отдельные тоже, да, у нас продолжается, вижу. Очень классная тоже работа у Натальи Степановой с белым. Так тоже можно. То есть, когда у нас средний тон бумаги, я рекомендую попробовать всем. То есть, когда вы проработали на белой бумаге с темными тенями, да, и сейчас и берете какой-то средний тон. Вообще, средний тон, он нам, конечно, в акварели не пригодится. То есть, к акварели это отношение не имеет. Это отношение имеет к маслу, к пастели. То есть, когда у нас бумага среднего тона в пастели, и мы кладем темный тон и светлый, да, то есть мы кладем и то, чтобы у нас был объем, но как тренировка для того, чтобы видеть светлое, среднее и темное, то есть мы с вами брали за самый свет бумагу и далее накладывали тона, то есть у нас градация шла от светлого. В пастели, в других техниках, часто в подмалевке масляном, работа идет от среднего тона, то есть здесь у нас как раз светлое и темное в конце, поэтому это тоже, если вы, ваши медиумы это масло, я знаю, что меня не только акварелисты слушают, вот, то попробуйте обязательно в такой технике тоже, то есть когда мы берем средне-серую или средне-бежевую бумагу и работаем светом и тенью. Так, тут, в принципе, все с домиками понятно. Вот, Оксана Виноградова, вижу, стараетесь, но, конечно, еще вижу. Вот этот момент, это как раз линия. Рисую линию крыши, видите, линия. И я думаю, те, кто уже занимается, понимают, в чем разница между линией и тоном, да, и именно когда мы уже рисуем пятном. Вот, поэтому тут не хватает, как раз он и плоский из-за того, что у нас нету тени, света. То есть мы рисуем предметы, а нужно рисовать пятна. Так, значит, у нас лента какая-то бесконечная на самом деле. Вот и тут хочу сразу сказать, Женя Бахан, если я как-то неправильно называю случайно ваши ники, прошу прощения сразу, вот, но я думаю, что понятно. Вот это до урока и после урока. Я думаю, здесь хорошо видно, я не буду двигать телефон, что вот тут работа с линией по кругу, и поэтому он такой, все изображение немного плоское, даже с деревьями, то есть непонятно, все участки, давайте вот так, все участки разрозненные, то есть вроде бы то же самое, но тут что-то, тут что-то, тут что-то, а вот тут вот у нас сразу понятно, вот он главный герой, вот его объем, вот свет и тень, вот у него окна, и сразу видно, да, как мы работаем с тоном. Вот это то, что, да, над чем мы работаем эти уроки и чего мы добиваемся, собственно. Как раз реалистичность. Я уже в последних комментариях видела, как просто отмечаете вы свой собственный прогресс. Это очень круто. Так, 10-минутная зарисовка, все поехало. Ну вот, кстати, здесь с перспективой все не поехало, все хорошо. Она немножко, Анна, такая усиленная, как бы, как рыбий глаз. Она чуть-чуть утрированная, но она правильная. Так. Здесь мне очень понравилось, что вы делились и писали исторические справки. И я надеюсь, что вы продолжите. Вообще хочется сказать огромное, вообще похвалить вас. Огромное спасибо за поддержку друг друга. Это, во-первых. Вот. А во-вторых, за то, что вы не сдались после третьего урока и продолжаете. Это важно. То есть вот этот момент мы с вами преодолеваем.
Тоже очень хорошая работа. Вот здесь как раз видно, как на маленьком фрагменте за счет просто света тени, никакой линии обводки наличников, да, никакой линии обводки самого окна, ее нету. И мы просто рисуем свет и тень, но благодаря этому видим прям реалистичный дом, понимаете? То есть он такой реалистичный, становится натуральный, становится объемный. Мы видим именно так, когда пишем акварелью, мы тоже не обводим. То есть в этом, и я буду об этом еще говорить, да, получается такая ошибка, когда мы рисуем с вами линию в карандаше, а акварелью-то нам надо ставить пятна, и вот тут и происходит диссонанс, что получается мы как бы линию провели и акварелью эти линии обводим, а нам надо и как бы поэтому мы с вами работаем в карандаше, чтобы видеть, что мы рисуем пятна, рисуем тон, да. И в акварели мы также с вами рисуем пятна, рисуем тон. Линии, они нужны для того, чтобы определить размер объекта, там, действительно построение, но ими не нужно пользоваться дальше, когда мы пишем свет и тени. То есть линии нам не нужны. И вот в светлых участках они как раз скорее убивают реализм, нежели его добавляют. Вот здесь вот тоже классная, кто еще не был, вот Светлана Толчунова выложила хорошую ссылку на архитектурные формы, тоже рекомендую посмотреть. Сразу скажу, Покрова на Нерли очень коварный храм в плане рисования. Он действительно очень сказочный. И он такой, знаете, приклеенный. Стоит, вокруг нет ничего, и вот он такой один там находится. И вообще всегда получается немножко игрушечный. Но вот здесь хорошо, хочу похвалить, что вы низ храма не рисовали, потому что как только рисуете низ, получается такой кубик с куполом. Да? А вот когда все-таки вы вплавляете его в то, что он, ну я не знаю, не прям не начинает расти от земли, то он становится частью местности, и это очень важно. Настя, большое спасибо за ваш труд, ценим безмерно. Очень мне приятно и радостно. Смотрю на ваши успехи и радуюсь. Это же самое такое ценное. Вот здесь, кстати, видите, памятки про купола тоже есть различные, так что присоединяйтесь. Вот, Инесса, да, очень тяжело переключаться с линии на пятно, но к третьему рисунку стало получаться. Получается чудесно. Вот как раз видите, да, то есть где-то стыковка. Но, кстати, Инесса видно сразу, что работали, что есть академическое образование по штриховке какая-то, или художественная школа, или вуз, потому что очень профессиональная штриховка. Тоже очень... Смотрите, уже даже пейзажи есть, да, и за счет пятна он получается прям реалистичный. Вот здесь вот Елена Иванова тоже и двухэтажный, уже и про север, да, мы поговорили. Ну, в общем, домики прекрасные, надо сказать. Также вот у нас... Хочу отметить тоже, что здесь у нас, видите, когда мы рисуем светотени, то такие элементы, как повторяющиеся бревна, перестают быть одинаковыми для нас. То есть мы рисуем светотени, видим, что не везде это светотень происходит, да, и не надо обводить каждую планку бревна, а когда мы ее обводим, получается, ну, совершенно неестественно. А когда не обводим, даже вот этот сайдинг или там бревнышки совсем такие одинаковые, становятся очень естественными и естественно выглядят, потому что вы не прорисовываете вот так вот по кругу, не обводите его прямоугольником, да, а делаете только светотень, а светотень, видите, не везде, где-то ее нету, где-то свет слился, где-то больше тени, и то есть даже скучный предмет, и мы когда сейчас перейдем к уже многоэтажкам, которые вы рисуете, там прям... Рекомендую, вот, да, Галина, если отдельно рисовать здание, то, в принципе, хорошо, но вот здесь старайтесь не обводить, да, немножко, вот именно по окнам, потому что здесь прям прекрасно. Рисуйте с предметами вокруг, то есть зеленью. Дом, как правило, в жизни не бывает отдельно, да, это мы вот сами его искусственно помещаем в это.
Вот тут как раз, да, и Катерина, вообще всех хвалю за работу, но не мельчите, если чувствуете, что ваш карандаш, что вы не можете прорисовать детали, возьмите формат побольше, это относится ко всем, потому что когда у нас толстый карандаш, не знаю, а мы взяли А5 и пытаемся на нем еще какие-то детали, о каких светотенях вообще может идти речь? Там под микроскопом надо, а у нас инструмент не позволяет такие мелкие детали прорисовать. Вот и получается. То есть проблема не в том, что вы не видите или не можете прорисовать. То есть я вижу всю эту попытку работать со светотенями, с разными окнами. А проблема в том, что слишком микроскопический формат для для ручки, да, для того, чтобы прорисовать детали, потому что если вы вот берете вот такой, а у вас вот вообще, да, и вы вот пририсовываете, ну, я не знаю, ну, получается, что он еще меньше, скорее всего, и возьмите больше, почувствуйте, на большем формате рисовать легче. Да, Калужская область где-то вижу, да. Прекрасно. Вот. У кого-то и развороты скетчбуков. Кстати, хочу сказать, даже если видите, где-то перспектива поплясала, ну, в домиках не страшно. Но вообще, кстати, у домика и у его элементов будет такая же, да, перспектива в ту же сторону, то есть он вверх не пойдет у нас. Но даже если так, ну, покосился и ладно, зато такой колоритный и объемный. То есть рисуем дальше. Когда вы нарисуете, понимаете, мы боимся рисовать, да? Мы боимся, такие, будет не идеально, боже мой. И в итоге мы что делаем? Мы просто не рисуем. А не рисуя, мы как бы не даем себе эту практику. И все, замкнутый круг, ну, как бы все, мы замыкаемся на том, что мы просто этого не делаем. И дальше ничего, а практика, она сама вам в голову не влезет. Очень мне нравится, да, вот южно-русская хата. Прекрасно. Юг России я не рассматривала, но они действительно есть. И очень такая, прям даже со светом очень хорошо получилось. Если я не стараюсь сейчас смотреть, кто конкретно рисовал, да, я смотрю работы, поэтому сами себя отмечайте, вижу, кто часто, да, занимается и выкладывает регулярно работы, ну, кто-то, поэтому может кто-то попасть по несколько раз, ничего. Очень сложно оказалось рисовать от пятна, конструкция начинает плыть, да, вот здесь вот про опорные точки, но мы, собственно, в нескольких видео об этом уже говорили, уже сейчас повторять не буду. Значит, элементы. Да, вот, кстати, пусть это будет какой-то фрагмент, но это уже будет практика, да, ваша. Не обязательно рисовать от начала до конца все. То есть вы, да, какие-то вот мне очень нравится такая стилизация, например, каких-то фрагментов, да, вот Наталья, очень хорошо. И вот, ну, я не знаю, это тоже является каким-то таким фрагментарным рисованием, красивый. Вот увидели красивый угол, прорисовали, это тоже может быть как элемент. То есть не обязательно, конечно, хочется все 150 окон, да, прорисовать, но иногда, если вы рисуете отличительные особенности одного здания от другого, то может быть и так. То есть в одной стилистике так, в светотени, в другой так. То есть это может быть только фронтон. Да? Я это говорю к чему? Если у вас не хватает времени прорисовывать, и вы ждете, что сейчас вот появится, не знаю, 3 часа, и тогда я красиво все нарисую, то, пожалуйста, потратьте хоть 15 минут, хоть кусочек нарисуйте. Вы нарабатываете практику штриховки, практику работы с карандашом. И вообще вот эту вот насмотренность и улавливание света тени. Друзья, это вот тоже отдельная просьба, Евгения. Я уверена, что работы красивые, но старайтесь выкладывать или перевыкладывать их как-то, чтобы их удобно было смотреть. Да? То есть все-таки фотографируйте их и снимайте их как-то, ну, при естественном свете, да, когда очень плохие фотографии, просто тяжело смотреть, и так, чтобы они были читабельны, да, для меня, для ваших коллег, кто помогает. Очень хорошие конспекты, вот тоже скажу, нравится, когда 1, 2, тут 3, да, еще что-то. Вот здесь свет. Вот эти работы, если так, да, Екатерина, вот тут прям хорошо, но у нас вот здесь перспектива уплыла, сами знаете, я думаю. А вот такой передняя часть прям хорошо.
Вот здесь у нас тоже непонятно, по светотени недостаточно, да, где-то контрастно. Смотрите, контраст тона, он не обязательно должен на всем промежутке быть. Он может быть только рядом с объектом. Этим самым мы подчеркиваем то, что объект отделяется от фона. У нас предмет не является одного тона на протяжении всего, да. Он где-то темнее, чем что-то, где-то светлее, чем что-то. Вот здесь мы всегда даже в каких-то предметах можем это заметить. То есть где-то сливается, потому что два света, где-то светлее, чем тень. То есть уже, да, у нас у одного предмета здесь такой близкий тон, здесь более контрастный. Всегда можно в этом месте еще светлее рисовать, а здесь сделать какую-то заливку. Поэтому не обязательно на протяжении всего, да, объекта, а только на контакте, да, какая-то зона небольшая на контакте, тогда будет выделяться. Вот, купола пошли. Кстати, вот это как раз один из, кто занимался куполами, знает, что вот один из храмов, он находится в Москве с 2 куполами, как раз у нас есть, их не так много просто. То есть не классическое, то есть у него действительно 2 купола, и вот они так выглядят. Это не какая-то часть. Вот, купола, да, пошли. Вот здесь, хочу сказать, хорошие. Тут немножко у нас заплясала форма самого купола, а вот тут прямо они прекрасные. Получились, объемные. Вот этот вот слева тоже мне очень нравится. Вот. Так что хорошо. Так, не туда. Далее. Листаем. Юлия, вижу, что стараетесь. Тоже такой момент. Обращаю ваше внимание на то, что перспектива, она, ну, посмотрите отдельно, да, я вам рекомендую по перспективе, у меня есть уроки, и в невредных советах тоже мы этого касаемся. То есть здесь у нас как будто бы вид сверху немножко, это как бы нам всю картинку, ну, немножко сбивает, да, наш взгляд. Но по тону вижу, что работаете, но вот так не должно быть, линии вот здесь не должно быть. То есть смотрите, вот эта линия, она не нужна. Зачем она вам нужна? Вы просто штрихуете, да? Здесь у нас есть свет, здесь тень. А зачем нам линия-то по факту? Вы же просто можете сделать теневой объект, да, вот здесь подчеркнуть тенью. То есть стараемся этого избегать. Вообще, в принципе, нету у предмета линии. У вас у дома, ну, редко у каких домов, тут может быть труба или действительно какие-то бревна или что-то еще. Тут прям линии нету, иначе у нас ощущение, что там трещина или не склеили наш карточный домик. Вот, тут гораздо лучше, вот у вас же, да, вот, то есть вот здесь вот у нас просто свет и тень, и сразу вы видите разницу, такой у нас гораздо более естественный угол получается. Вот, поэтому мне тут писали, а что плохого в карточных домиках, вот, я говорю, ну, как бы вообще ничего плохого ни в чем нету, как бы я рассказываю, и все имеет в мире место быть, да, и плохая архитектура, и хорошая, но мы с вами учимся, поэтому здесь учимся решать свои проблемы, да, у кого их нет, у кому все равно, тут, пожалуйста, вот я стараюсь обходить, как говорится, стороной такие комментарии, вот, ну, видимо, кого-то задевает, что мы тут учимся. Так, вот здесь аж целый ряд домов, Анна, тоже опять мелковат формат, возьмите побольше. Чем больше у вас объектов, тем больше формат вам нужен. Иначе непонятно, какую светотень мы можем проследить на 1 квадратном сантиметре. Никакую. У вас все сольется. Либо тогда просто рисуйте, что у вас вход темный, да, то есть, а так мы пытаемся добавить детали, помните, добавляем детали, все становится темнее. В итоге у нас что? Опять все сливается. Поэтому рекомендую не ручкой рисовать, а карандашом. Вы можете в какой-то момент стереть, ничего страшного, увидеть этот объем. То есть вы видите, а ручкой вы можете только затемнять. И вы затемняете и затемняете так, что уже дырка просто. И некуда, понимаете, это делать. Поэтому не стоит. Карандаш не просто так нужен в начале. Не бойтесь ошибаться. Ошибайтесь. Так, все, Женя, привет. Всем привет. Ошибайтесь, это нормально.
Это хорошо. Лучше вы подкорректируете где-то. Я горжусь теми, кто не трет, то есть не исправляет. Но если вы видите, что глобально что-то совсем затемнили, всегда карандаш проще убрать. Но хвалю всех тех, кто не исправляет, а просто идет, даже если видит, что чуть-чуть перспективы там накосячилась, но мы дальше продолжаем. Просто отлично. Вот как раз вот Екатерина вот здесь начала рисовать карандашом, почему зачем-то раскрасила, да, все грехи сразу заметны стали. Но на самом деле суть у нас, да, близка. Красить, может быть, и не стоит, но задача вот здесь вот как раз... Тени-то будут холодные. И у нас объем, вот видите, сам объем, он и получается за счет цвета тени, когда мы начинаем уже в цвете работать. Но у нас получилась очень, кстати, интересная интерпретация современного искусства, когда объединение такого графичного черно-белого и цветного. То есть тут как будто бы история, а тут как будто бы мы в современности. Подумайте над этим. Всем дарю идеи. Вот. Новодевичий, да, очень красиво, хорошо, чуть-чуть здесь уже будет более спокойная перспектива, то есть вверху все правильно, а здесь уже ближе к линии горизонта, вижу, что смотрим снизу, но все равно будет меньший наклон вот тут. Так что в остальном вижу хороший профессиональный штрих. Так... Не все, говорю, работы смотрю, повторяю, вот здесь вижу наличники, классно тоже светотень. Внутри можно даже проработать в окнах. Вообще серию с окнами в графике, мне кажется, делать интересно. Я вам, видите, еще специально даю какие-то идеи на самостоятельные проекты, да, на самостоятельные проекты работы. Возьмите под изучение какую-то тему, отрисуйте в акварели и в графике. Это будет серия работ, это будет профессионально построенная ваш личный проект, да, творческий, художественный. И это, ну, очень современно всегда. Вижу, начали здесь, там, а потом закончили, да, более крупное окно. Но с практикой вот эти элементы прям великолепны, хорошо очень сделаны. Рекомендую, естественно, с большей практикой просто будете легче вписываться в общий контур. Просто тут как раз, да, начали, у вас уже будет глазомер. Рекомендация всем, не сидите, склонив свою голову. Поставьте, не знаю, рядом зеркало, и иногда смотрите, как вы сидите. Очень сильно удивитесь. Окажется, что голова просто уже в сантиметре от листа, в этом сантиметре невозможно видеть фокусную точку, да, невозможно рассматривать что-либо нарисованное, невозможно видеть размер. То есть мы начинаем, вот нижняя часть, ощущение, что размер должен быть вот шире, да, а мы вот начинаем рисовать, и мы вот в сантиметре от листа рисуем, и мы не можем оценить размер, понимаете? Поэтому и еще вижу обсуждение, что вот такие вот кривые, косые, все в сторону заваливающиеся домики, они происходят потому, что мы сидим под наклоном, под разворотом к столу. Это большая проблема у всех, глобальная, потому что нас учили в школе так сидеть, чтобы писать, да, наклонный почерк, я всегда об этом говорю. В моей книге, кстати, тоже есть об этом упоминание, что нам нужно к листу сидеть прямо, перпендикулярно, да, вот как бы к столу, то есть прямо мы смотрим на него. И не наклоняться, не разворачиваться. Если вам сложно, рекомендую мольберты, также рекомендую, ну, естественно, рекомендую свои мольберты, потому что это тоже, их можно ставить дома, и работа дома может происходить. На Кустово Travel вы можете их приобрести. Вот. Это важно, чтобы у нас не было вот этого неправильного положения, и тогда вы не будете заваливать линии, вы их заваливаете, потому что неправильно сидите, не потому что что-то делаете не так, понимаете? И второй момент, когда сидим с очень маленьким размером, у нас зона работы руки, мы руку вот так кладем на лист, и зона работы руки вот такая. А когда мы встаем, мы можем провести ровную линию, потому что мы руку не кладем, да? В этом плане вертикальные мольберты помогают. Сейчас мне скажут, ну тяжело же на весу держать. А хороший художник, к сожалению, держит на весу руку, да, потому что это не ручка. Вот. У нас кисточка не ручка, и это совсем другой предмет.
Поэтому, к сожалению, никуда не деться. Будете держать как ручку, будете делать округлые линии и неправильную перспективу, скорее всего. Так. Ну вот, друзья, я прошу, пожалуйста, не пишите сейчас в чат. Я сейчас буду листать до верха, минут 10, наверное. Вы пишете, у меня лента вся. Так. Видите, мы сколько с вами нарисовали? Тут, к сожалению, только вниз можно быстро. А вот вверх быстро нельзя. Так, где-то мы тут... Где-то я около окон застряла. Сейчас. Вот сколько мы нарисовали. Так, здесь были. 3 октября было. Вот мы здесь закончили с вами. Далее. Тоже вот как раз про свет и тень, да, по средний тон. Хорошая работа. Вот. Тут уже работа с тоном. Вон кто-то кошечку рисовал. Любовь, возьмите карандаши не только HB. Возьмите 2B. Вообще всем рекомендую, чтобы раскладка была такая большая. Наталья. Проблема с деталями, но вы прекрасно их здесь обобщили, вот нарисовав такие мелкие. Вообще хорошая работа, очень прям такая профессиональная получилась. Нет, я не хочу медиа, чтобы была вся видна. Я хочу с комментариями и смотреть просто по ленте. Мне так проще сейчас и смотреть, что пишут люди. Поэтому я буду делать так, как мне удобно. Так. Еще одна попытка. Здорово получается у всех. Ну, у вас тоже, Екатерина, прекрасно. Вот здесь поплотнее можно заштриховать. Вход такой хороший. Здесь, видите, очень такая плотная штриховка тут. И вы так ее положили вот в этом направлении. Я сейчас, кстати, про направление штриховки скажу, что ощущение, что у нас вот церковь лежит на чем-то, да. То есть здесь все-таки небо либо вертикальную, либо вот уже тогда такую более плотную, чтобы вы не видели этого направления штриха. А то направление штриха получается и уже немножко, то есть штрих по форме. Что значит по форме? Это значит, что если у нас что-то такое вертикальное, мы штрихуем, да, по направлению этой плоскости. А здесь вы ее в горизонтальную сделали, такую прям, знаете, даже наклонную. Получилось, как будто он такой прислоненный к стене немножко. Но ничего страшного, я об этом не говорю, поэтому для начала я просто сейчас это комментирую. Евгения с пропорциями, посмотрите обязательно. Получается такой детский, у нас не может быть верх такой, как будто еще у храма не хватает еще чего-то, да. Вот тоже, да, ну, я вижу, видимо, Елена, по блокноту с точками видно, что это вы. Не хватает разбора тогда с фоном, потому что фон будет подчеркивать. То есть здесь вот, видите, у нас как бы объекты, летающие в пространстве. То есть немножко все-таки видеть, где они соединяются. Это такой момент. Это уже более углубленно, если мы смотрим. Такие классные зарисовки тоже, да, вот я про как раз говорила про то, что вокруг ничего нету, а вот покрова на Нерли, да, вот здесь появилось сразу что-то вокруг, потому что они без фона как-то, у вас такая, Галина, хорошая своя стилизация. И вот здесь тоже у храма как-то вот требуется, да, вот здесь не у храма, у здания, да, дополнение, и сразу он смотрится. Тоже хорошая работа, Виктория. Инесса прекрасно тоже у нас получилось. Вот мне нравится, да. Ну вот Виктория, собственно, видите, кто повторяется, кто занимается, тому много комментариев. А кто не занимается, сразу свет и тени, пятно, это сразу видно. То есть сразу видно, когда работа пятном, а не линии обводки. Вот, Инга, вот здесь вот как раз по этому дому, да, не хватило, не додумали, поспешили.
смотрите в предмет. Мне тут сказали как раз на мастер-классе моем, а как, ну такой вопрос задали, а как вот я вот не вижу зеленый, там красный в зеленом, там еще что-то. Вот, как это вообще увидеть? Я не вижу того, не вижу сего. И я просто привела пример. Когда на пленэре рисую, я 6 часов стою на натуре и смотрю на предмет. Часто ли вы стоите 6 часов и изучаете предмет? Для того, чтобы что-то получилось, необходимо это рассматривать. Вот вы просто рассматриваете один и тот же предмет. Со временем ваша копилка опыта этих предметов в голове поможет вам их не рассматривать так тщательно, потому что они уже у вас запомнятся. Когда я говорю яблоко, все знают, как выглядит яблоко, да, вспоминают его. Поэтому, когда я говорю готический собор, ну, плюс-минус, да, но в деталях, например, уже нет. А вот я сейчас всем, кто проходил, скажу, например, там... Северная изба, все уже сразу представили двухэтажное здание с окнами, плюс-минус там с бревнышками, с наличниками, да, то есть у вас уже даже наличник уже представляете, где светотень, она внизу, да, и какого вида окно. И это рождается только с вот той самой практикой, которую вы себе дарите сами, самый главный ваш подарок себе. Вот, тоже покрова на Нерли прекрасные, хорошие. Не расширяется у нас кверху, у нас немножко кверху всегда сужается линейная перспектива. А здесь они у нас так немножко таким тортиком получилось. Чуть-чуть. Ну, это как бы такие нюансы, которые я все равно вношу в комментарии. Светлана, чуть повыше, я знаю, что это за здание, это, скорее всего, в Абрамцево церковь, вот, тоже немножко, она действительно такая немного не классической пропорции, но не мельчите, пожалуйста, на листе. Это, знаете, это как рисовать портрет, вот вы рисуете портрет здания и нарисовали вот такой портрет, вот 10 сантиметров, лист у вас метр, а вы 10 сантиметров нарисовали. Учитесь вписывать в пропорции листа, в котором вы работаете. Лена, не просто. Постарайтесь смотреть на светотени. Вижу, вот здесь с окнами вы молодец, вы очень здесь правильно сделали. Но купите себе, не знаю, карандаши 2B, 4B, 6B, там, 8B, которые помогут вам набирать тон. И вот тут вот не затемняйте все сразу, не делайте все темное. То есть мы темное всегда, помните, можем сделать. Нам важно сохранить свет. То есть мы акцентируемся на светлых участках. Вот. Вот. Тоже вижу, что и там где-то эластик, вот, где-то протиры, хорошие такие избенки. Тоже, опять, сразу вижу, вот я по таким работам вижу, какой микроскопический формат. То есть вы рисуете на очень маленьком формате. Вот те, по крайней мере, были. Поэтому... Сразу, понимаете, когда формат маленький и детали получаются большие, если вы хотите глубинную работу, то возьмите формат крупнее. Потому что это сразу даже, я не вижу, у вас не подписано какое, но вот эти детали, то есть это все равно где-то там А4, А5 там и так далее. Либо надо точить карандаш, чтобы он был вообще тоненький, там, механический, либо формат брать больше. Тоже хорошая работа. Мне особенно нравится вот эта часть с дверьми вот здесь вот с входом. Потому что нет никакой линии прям по низу, то есть где закончились у нас двери, это тень, это уже, да, асфальт подчеркивается, а вот здесь вот у нас все сливается, и сразу этот фрагмент становится реалистичным. То есть здесь понятно, здесь все хорошо, правое окно будет чуть больше, чем левое, это вот, кстати, они сейчас 3 одинаковых, из-за этого кажется, что вот здесь не совсем верная перспектива тоже. То есть вот это вот меньше, это шире, это чуть больше, то есть, а получилось вот это меньше всех, из-за этого вот эта часть, она как бы немножко сюда завалилась. Вот, но вот здесь хорошо очень. Так, дальше пошли. Нравится, что, да, вот здесь вот определяем. Это темнее, чем небо, это светлее, чем небо. Небо у нас, вот оно идет, да, какого-то тона. И мы сразу видим, нет обводки купола, да, есть работа со светом и тенью. То есть с куполами вы хорошо поработали, низ немножко прохалтурили, с деревом у нас будет еще отдельный эфир на эту тему. Тоже хороший. Давайте дальше. Вот, это к вопросу какой-то детали, да, или какого-то фрагмента
здание. Мне нравится, хорошо. И вот здесь тоже работа с забором. То есть здесь забор темнее, например, здесь светлее, чем здание. Хороший разбор по тону. И этим самым тоже получается, мы понимаем, что у нас тут находится. И качественная работа. Нина тоже хочу похвалить. Вот здесь чуть полегче надо. То есть вы не штрихуйте прям вот все-все-все, да, они у нас такие получаются, что у каждого предмета объем, но тогда тоже мы вот близки, то есть здесь вот у нас хорошая разность в тонах, а здесь прям однотонность, да, то есть немножко давайте свет или уже тогда уходите в тень, иначе мы притягиваем внимание на работе вот этой зоной, а хотелось бы все-таки вот этой. Так, да. Екатерина, уже тоже смотрела ваши работы, у вас, я узнаю ваш стиль, вот, тоже возьмите формат покрупнее, возьмите просто карандаш обычный, да, не надо изобретать велосипед. Это, главное, я все в эфире говорю, возьмите карандаш, это вам поможет, возьмите формат побольше, возьмите то. Все берут, значит, не знаю, пастель, мелок, другой формат, и такие, что-то не получается. Ну да, наверное, просто я понимаю, что как бы, опять, если вы не идете по курсу или там, ну, как хотите какой-то другой результат, то можно вообще меня не слушать. То есть я не призываю, здесь все нормально. То есть и у всех есть право выбора. Я не истина в последней инстанции и не стремлюсь к этому. Вот. Но если мы работаем по курсу, вы выкладываете работы, и, наверное, то есть у нас есть ожидание какого-то комментария, то, пожалуйста, да, все-таки здесь, вот здесь хотя бы карандашом, да, тут вот у нас какие-то, так, это не то. Значит, посмотрите, вот вы референс выложили, да, внимательно. Работа в карандаше и вообще рисование – это для терпеливых в любом случае, да, и когда у нас терпения не хватает, вот мы начинаем, сейчас побыстрее я сделаю. То есть нам надо с вами, нет, ну, как сейчас скажут те, кому я советовала там не рисовать очень детальные окна, они скажут, ну вот, мое терпение, я же старался. Давайте из крайности в крайность не кидаться, да, мы все-таки говорим про какое-то адекватное, нужное количество терпения. То есть возьмите лучше тогда одно окно, проработайте его, если у вас нет времени, да, не надо пытаться побыстрее нарисовать все. Взяли такой красивый, многосложный, кстати, видела его уже здесь, по-моему, у Натальи. У меня просто хорошая зрительная память, тоже нарисованный этот же дом. Вот, значит, посмотрите внимательно. Вот она тень, смотрите, у наличника. Вот тень внутри, здесь сливается. Где тень? Вот здесь. Переведите изображение в черно-белый, если сомневаетесь. Хорошо, конечно, работать с цветным изображением. Это лучше всего видеть в цвете тон, да? Но если сомневаетесь, переведите в черно-белый и изображение, и свое. Посмотрите, где вы не добрали тона. Если понятно, что вы начинаете, я это вижу. Но чтобы проработать что-то хорошо, нужно приложить усидчивость. То есть, когда мы хотим побыстрее, у нас и получается немножко тяп-ляп. Вот, поэтому нужна очень хорошая работа, Инесса, да, и такая. Вот, кстати, по поводу штриховки как раз, да, вот про штриховку по форме. Когда я уже до этого говорила, и вот здесь, если хочется, да, показать вот эту вот высоту, то мы штрихуем здесь вертикально. Здесь у нас немножко, да, косая штриховка, и по форме деревьев также штриховка, поэтому сразу видно, кто уже давно этим занимается. Так, поэтому у нас классный чат с вами, здесь 431 человек. Это те, кто только рисует по 4-му сезону, это те, кто только сознаются, что рисует по 4-му сезону. А кто-то еще втихаря наверняка рисует и не выкладывает, и вообще даже не смотрит. Вот. Смотрите, у вас есть поддержка. Я вижу, как вы настолько тепло друг друга поддерживаете. Классно, там классные у вас домики. То есть даже если
человек здесь выкладывает, только начинает, я вижу, как его поддерживают. Тут прям крылья вырастают. То есть все пишут, что вот плюсы, вот там минусы, но есть над чем работать, вы молодец. И это очень важно. У нас настолько здесь дружественное сообщество. Я просто вас за это хвалю и с огромным удовольствием вас в этом поддерживаю. Поэтому не бойтесь, выкладывайте работы, пробуйте. Вам совет скажет кто-то. Если я вижу, что советы неправильные, я всегда влезаю. Если плюс-минус советы как бы адекватные около темы, то, конечно же, я вообще не влезаю. Я так читаю все, почитываю на ночь, но стараюсь не всегда писать, потому что важно, чтобы было взаимодействие. Тоже хорошая работа, очень вот только все-таки с окнами. Оно по перспективе меньше, крупнее, больше, да, и здесь они немножко одинаковые, из-за этого и есть. И вот тут то же самое. Поменяйте их местами, и все станет на место. Очень нравится ваша штриховка. Так, дальше. Ольга, прекрасная. Вот смотрите, какой объемный у нас. Прям вообще, прям супер. Так, я читаю тут ваши комментарии. Было, возьмем и формат побольше, карандаш. Важно, что вы говорите, очень ценно. Спасибо. Я стараюсь, конечно же, вот мы с вами смотрим. Значит, вот классная. Когда, видите, про что я говорила, про предыдущий, да, вот тут момент у Екатерины, что возьмите карандаши тоже, возьмите их светлые, да, которые там HB, возьмите 2B, 4B, 8B, чтобы вы могли набрать этот тон. То есть вот здесь вот мы видим, почему объем получился, да, почему так наглядно, потому что мы от самого светлого, да, у нас потом вот здесь еще один тон, еще, и мы уже добрали, да, до темного, потому что и тогда у нас получилась глубина, и как будто бы там внутри у нас мы вот еще видим, сейчас занавесочку кто-нибудь откроет, да, и неважно тут как бы перспектива, кривенько, косенько где-нибудь, да, то есть что-то, есть, конечно, свои ошибочки, но он получился такой фактурный, натуральный, потому что есть работа с тоном, не с линией. Вот здесь очень это хорошо заметно. Нету вот этой вот прямо обводки, то есть есть у нас тон этого предмета и его тень, да, есть тон этого предмета, и он отличается. То есть я вижу, что опорные ставили, да, линии, но все-таки эта линия, да, она становилась чья-то, вот как я хочу сказать, потому что обычно она ничья, и она остается линией. Вот если она становится чья-то по тону, то есть либо правой, либо левой части, то тогда с ней все хорошо. Вот, я думаю, вы понимаете, о чем я. Она должна к чему-то относиться. Вот, Елена Чернова, вижу, что вы начинаете, вы молодец, что выкладываете, что работаете. Постарайтесь сначала, можно прям совсем как то базово начинает, переводить черно-белый изображение, смотреть на тон, да, то есть нам важно, потому что детали нас спугивают, а нам детали не нужны. И постарайтесь просто вот в эфирах для начала, да, повторить за мной. Сначала понять вот мою логику, там я делаю маленькие зарисовки специально для вас, чтобы вы просто поняли логику, а дальше действовали сами. У нас с вами такой вот прям очень классно вот здесь вот вверх. Регина, доработайте внутреннюю часть, будет очень объемный. А сейчас просто чуть-чуть слишком светлый, вот здесь у вас градация в тоне хорошая, а тут светлее. Из-за этого вот это вот прям объемное, а вот само окно нет. И оно такое немножко как бы надутое на нас и немного нас сбивает. Так, Светлана, и я с вами косоватенькие получились. Ну, какие есть. Так, друзья, пожалуйста, не оправдывайтесь. Хватит. Вы когда выкладываете хорошие работы, такие, ну вот что-то очень кривенькие. Это что, чтобы как бы снизить планку оценки? Нормальные, отличные работы. Здесь то, что кривенькие, у всех кривенькие, и у меня кривенькие бывают. Это нормально. Если я, представляете, вот я буду выкладывать свои работы куда-нибудь, да, где вы смотрите, в Инстаграм или еще куда-то, я знаю свои ошибки. Но я вот буду выкладывать и такая, ну вот тут у меня что-то небо не очень получилось, а вот здесь вот у меня что-то вот это не очень получилось. Вы до этого даже этого не видели и смотрите, вау, крутая работа, а потом читаете мой комментарий, и такие, ну да, правда, что-то не очень. Вот. Вы понимаете, что вы сами как бы, ну, и свою самооценку задавливаете, и вообще, в принципе. То есть это очень странно.
как бы не делайте так, пожалуйста, я вас прошу. Вот это прям прекрасный домик, вот. Где-то над чем-то всегда можно работать, но вот это вот типа планочку пониже, чтобы где-то что-то как-то было, ну не надо, не знаю, очень странно. Так. Значит, вот тоже красивый, да, вот этот, вот прям вот, тут мне прям пахнет, как будто что-то такое родное, прям, знаете, такая глубинка, такой прям родной момент. Я бы вообще оформила вот эти маленькие работы, вот эти две, правда. Потому что очень классные. Вот какое-то такое есть. Деревья у вас прекрасные, хотела сказать. И мы над деревьями еще будем работать, но вот это вот прям то, что, да, то, что нужно. И деревья, и настроение, оно как-то подчеркивает. Вот, так. А что-то где-то, ну, не получается, не у всех получается 100%. Так, Марина, тоже хотела сказать здесь, вот видно сразу, что вы с линией работаете, понимаете? Вот она, эта линия, и остается ничейная, понимаете? Вы ее и к куполу не берете, и к небу она не относится. Я почему так говорю? Потому что здесь у вас, вот здесь, свет. А здесь у вас эта линия ничейная, и вот как бы, потому что она должна быть по тону относиться к чему-то. Вот здесь, видите, нет линии, есть тон, и этот купол более естественный в этой зоне смотрится. А тут у нас сразу линия, и хочу сразу тоже еще такой момент сказать. Мне тут тоже написали, ну вот есть же купола, вот я видела, которые крупнее, чем сами основания, да. Да, есть, но только стилистика, как правило, барокко, и нужно смотреть, какого века храмы. Не всегда, естественно, это новодел, но это относится к определенному стилю. И в 16-17, да, в 16-14 веках, как правило, таких огромных куполов не было. Поэтому здесь пересмотрите, пожалуйста, эфир про купола, и если вот этот смотрится естественно, то вот здесь вот как будто бы его немножко надуло, да, и это вот этому храму, да, и стилистике не подходит, да, у них, как правило, в такой в стиле построения по нижней части храма здесь не будет такого круглого купола, он будет чуть-чуть шире, чем верх, либо вообще будет шлемовидный. Поэтому обращаю ваше внимание отдельно, это как бы ошибочка. Ну, собственно, вот здесь я вижу, что вы тоже, да, старались здесь лучше работать с тоном, но опять эта линия по кругу, конечно, сбивает. Постройте, пересмотрите по куполам, они не являются круглым шариком, из которого торчит крест, да. Я все-таки там веду и говорю про треугольники скругленные, и вот эта линия, она почти прямая будет всегда. То есть простройте купола отдельно. Вот когда шлемовидный, гораздо лучше. Так, значит, тоже, да, домики классно смотрели, вот видела уже любовь, да, и вот нижний тоже прям прекрасный, уже такой многосложный. Выполняйте больше работы, если хотите, то есть вот тоже хорошая работа с тоном, сразу видно, когда у нас светлое, темное, нет обводки по краю, да. Вот, Ирина, отличные домики здесь. Но я уже вижу, кто профессиональный. Вот здесь немножко мы с перспективой, да, вот здесь будет в эту сторону. Вот, а вот этот прям тоже классный, такой колоритный. Выбирайте, смотрите, опять, берите какую-то натуру, которая вас цепляет. Вы можете полазать, посмотреть, ведь подбор натуры, вот, кстати, это тоже ваша задача. То есть это не просто так, вы вот взяли какую-то, первую попавшуюся. Это хорошо, если вы с первой попавшейся. Ну, вот здесь, кстати, Ира, почему вот это окно как будто бы прибежало с другой картинки. То есть у нас есть перспективные линии, и все-таки по перспективным линиям окно будет, да. То есть у нас как-то все хорошо, и какой-то маленький подвох. Вот. Тоже объемно, вот, качественно здесь проработано именно по тону. Стараемся искать натуру, которая для вас интересная, которая вам нравится, которая объемная, и тогда легче будет с ней работать. Так,
Екатерина. Хорошо, но не бойтесь работать с небом и окружающими предметами для подчеркивания тона. Вот вижу линию, понимаете, и вот она остается ничейной. То есть вы не довели тон неба, если бы довели тон неба, тогда бы была разница в тоне. А сейчас получается, что вы небо отдельно, потом здесь светлый фрагмент не довели до края, линия края и светлый участок. И вот получается, что непонятно, к чему это относится. Вот. То есть это всех касается. Я сейчас обращайте внимание на свои какие-то моменты с домиками хорошо, то есть которые вы можете тоже. Вот здесь, здесь прям, Дарья, хочу сказать, что у вас такой наша болезнь нетерпежника. Вы начинаете очень хорошо. Прям все. А потом такое вот это вот побыстрее закончить, оно прям видно вот эта разница, и здесь прям правильно, и перспектива построена, и вот здесь профессионально так по штришкам, потом т-т-т. Понимаете, вот это вот быстро закончить, оно должно быть точное. Вот здесь вот окна, они по перспективе тоже будут. То есть все не теряем, помним, что у нас окно ближе к нам больше, дальше меньше. Это я, конечно, не говорила, но все равно говорю сейчас, учитывая. Поэтому проверяю, смотрю. Значит, давайте, когда уже домики закончатся, купола, храмы пойдут, я какие-то буду смотреть работы, какие-то сразу говорю, так что не переживаем, что пропорционально, посмотрите внимательно, и, Марина, проверьте, скорее всего, пропорция рам нарушена, то есть стекла обычно в старинных домах не такие огромные, вот, потому что тогда денег на стекла не было, и вообще вставляли там и пузыри, и все на свете, и поэтому стеклышки, они из маленьких фрагментов состояли. Вот тоже здесь с наличником прям все хорошо, а скорее всего тон внутри окон будет темнее, вот доработайте его, и будет прекрасно все с окном. Вот, у нас тут начинается классицизм, попер наш классицизм уже. Следующий урок у нас. Так, класс. Так, вот Ира слушает, кстати, да, кто это, комментарии. Комментарии приняты. Хорошо, что слушают те, кому это относится. Вот. Я просто кого-то знаю, кто-то уже вот профессиональный художник, сами преподают, а все равно на моих... Вот, Ира Воробей как раз. Поэтому все равно занимается. Это всегда хорошо. Нам никому не мешает подтягивать рисунок. И мне, и я занимаюсь по рисунку, поэтому и с вами делюсь. Ольга, хочу сказать вообще, что вы большой молодец и классная работа. Поплясала вот здесь у нас перспективу. Помните, что продолжение, вот эта правая часть здания будет у нас продолжаться, да, за выступающим портиком. У нас всегда будет линия продолжаться. Вот. И с окнами хочу похвалить, окна разные, вот, но тоже следите, что чем дальше окно, тем оно меньше, и расстояние между ним уже. Поэтому получилось, что вот эта часть здания, она как будто такая на нас повернулась. А вот портик выполнен идеально практически. И он сразу поэтому вот видите, когда с тоном работаете, нет обводки линии, то есть линия не дает нам лишнего тона, а здесь есть 3 тона, даже 4, то есть светлый, следующий вот здесь вот в тени на колоннах, в глубинных тенях и самые темные места в тенях. И благодаря этому все, раз и объем, раз и реализм. Вообще нет проблем. А здесь чуть-чуть не хватило тоже одного из тонов, вот как тут, да, у нас получился сразу светлый и сразу темный. То есть тоже реалистично, но как бы не настолько мягко и плавно, да. И получилось, что вот это вот более глубинно. А это что? А это значит, не можете прописать до конца так детально, возьмите формат побольше. И все, всего-навсего. Возьмите покрупнее формат, сделайте эту работу на большем формате, потому что хотите детали, там все, невозможно, они же как бы, не попасть туда. А если туда попасть, то сразу становится темнее, потому что больше деталей, темнее предметы. Сразу у него тона уходят. Одно и то же повторяю, но буду знать бесконечно. И вот здесь вот поэтому классно, за счет неба светлые статуи сразу. То есть как бы вот эта вот средняя часть, она прям такая воздушная, поплыла, супер. Вот, Ирина Галкина. Тут прям целый, вы сразу этим...
набором таким. Какая-то бумага интересная такая у вас, фактурненькая. Вот домик хороший, да, и с окнами все. Чуть-чуть он повыше, конечно, будет, но это не страшно. Вообще хорошие работы и по тону разбор. Да, и вот этот вот момент вы разобрали, что если сверху мы смотрим будет так, да, снизу так, то здесь вот хорошо. Работаете, да, с негативным пространством тоже. По куполам, вот эти хорошие купола. Вот, пошел у нас, значит, когда такой формат, я знаю, что будет рефлекс здесь, но сделайте для начала без рефлекса хотя бы, то есть потому что вот этот дополнительный рефлекс, он бьет эту колонну пополам. Да, тогда, чтобы прописать и рефлекс, там у вас колонна должна быть хотя бы сантиметр шириной, даже сантиметра 2. То есть, значит, вам надо взять это здание. То есть, понимаете, это хорошо, что мы знаем, что там цвет, тон и так далее. Вот о том, что я говорила на предыдущем примере. То есть, для начала хорошо, чтобы у нас там хотя бы 2-3 тона было. Можно и 5, можно и 10 тонов на одном предмете. Но для этого тогда формат должен быть больше, потому что невозможно прописать, как только вы пытаетесь все 10 тонов впихнуть в сантиметровый размер вот этой детали, тем самым у вас получается все темнее, вы перетемняете, все, и мгновенно все исчезает, понимаете? Вот, поэтому возьмите там как бы 3 тона каких-то. Вот здесь с окнами вы молодец, задача, в принципе, правильно принята, ту, которую я и планировала. Это вот я к тому, что вот вы одна из первых выложили работы с правильным, значит, решением, а дальше у нас пошли какие-то фантазии на тему того, что я говорю. Я просто, я вот вроде говорю, повторяю одно и то же, а все равно кто-то что-то додумал, кто-то кому-то передал. Мне даже иногда интересно наблюдать, и я понаблюдала. То есть, да, окна у нас одного типа, но разные. Вот здесь вот хорошо тоже Так, дальше идем. У нас тут, друзья, если кто-то продажу материалов какую-то, да, ведет, у нас есть аж целых несколько бесед в моем же, да, вот этом аккаунте, в группе и по продаже материалов. Не надо их во все, а то у нас каша мала, у нас, знаете, и торт, и бутерброд. Вот. Поэтому давайте как-то разделять. Я специально, есть беседы, где публикуем работы, делимся, где есть продажа материалов, обмен, и есть 4-й сезон. Если написано на 4-й сезон, пожалуйста, не надо туда кидать материалы, да, и как бы для этого есть отдельная беседа. Я понимаю, что вы кидаете с точки зрения, здесь больше человек увидит, но наверное, получается, это как бы некорректно к своим коллегам, да, потому что один сбросит, потом второй. Я не хочу вас, как бы, я не хочу удалять, это жестко и неправильно. Ну, просто давайте как-то по логике, по темам действовать, да. Вот, это тоже просто отдельная просьба, потому что уважаем и мое время, и коллег. То есть, если вы рисуете по 4-му сезону, то сюда. Если вы просто публикуете свои работы и делитесь какими-то пленерными, у нас есть для этого беседы, там вообще не меньше человек, там такая теплая атмосфера классная, но тогда их скидывайте сюда, да, то есть все. Как бы для этого есть отдельные группы. Очень классно. Настя, спасибо большое за замечание по дому Пашкова. Обязательно учту. Вот. Ну, потому что классная работа получилась. Прям я бы хотела, чтобы она прям отдельно даже такая в графике была. Мы с вами и работаем. Прям у нас графичные работы. Так, я сейчас на секунду буквально отойду, чаю себе налью. Так, а то хочется все работы посмотреть. Ну, все не будем, но я, как говорится, это так, большой эфир у нас. Так, Алена, тоже отлично. Но здесь вот у нас начинает спорить внутренняя часть здания. Тоже такое может быть. И если у вас так, то ощущение, что наличник наклеен на общий, на дом. Да, почему? Потому что тон стен и тон внутренней части окон совпадает. А нам надо, чтобы они различались. Поэтому за этим, ну, то есть если вы отдельно рисуете, чтобы не было ощущения, что наличник просто на стену наклеен, да, стена там внутри проходит. То есть, как правило, все-таки здесь темнее будет, потому что какой-никакой свет, он на стену дома
попадает, а внутри будет темнее. А так по объему хорошо. Оксана Иванова, да, хорошо, очень, но они какие-то маленькие, вы им прям обрезали, вы их, смотрите, сделали прям все, урезали. Возьмите тоже формат чуть крупнее тогда. Вот смотрите, опять не формат чуть крупнее, вот у вас формат-то нормальный. Впишите вы дом-то побольше, чтобы вам было где. А то ощущение, что дальше мы будем работать под микроскопом просто, чтобы написать какие-то детали. Так. Начало 18 разных окон. Оказалось, трудно не рисовать, и трудно разглядеть эту разность. Безусловно. Но я вот, кстати, вижу, те, кто окна работал хорошо, вот сейчас на последних работах, там прям прекрасные разные окна. И приходит это понимание. Вот тут вот опять, вот тут вот хорошие окна, но задание было неверное. Не найти 50 разных окон. Но я думаю, что вы уже это поняли, поэтому повторять не буду. Вот, хорошие, Юлия, прекрасные тоже работы. Вот эти купола прям аж блестят, классно. Тут немножко вот здесь вот со светотенью. Знаю, что есть рефлекс, но он немного здесь сбил форму. Вот. А так вот в своем цвете, например, да, взяли вот цветной карандаш, ну, прекрасно, почему бы нет. Так, вот, да, окна у нас пошли по окнам. Ну вот не старайтесь их делать идеально. Вы когда акварелью рисуете, вы не будете так их делать. То есть у вас там будет самое главное, что будет, когда вы будете писать акварелью. Вот здесь будет пынь, там, не знаю, темное пятно, полосочка. В таком варианте окна будет темная полосочка, темные точечки и 2 темных полосочки. Понимаете, да? То есть за счет вот этих темных, светлых нам надо понять, какие мазки в акварели мы будем тоном делать. Ну, то есть глобально. А вот так вырисовывать у вас просто времени не будет, поэтому... Но, конечно, как задание выполнено, ну, то есть как само окно выполнено прекрасно, и только здесь, скорее всего, будут светлые рамы, их можно протереть, например. Ну, чтобы... Они, может быть, и темные на темном, но чтобы их видно было, вы сами выбираете, светлые они или темные. Вот. Элементы пошли классные, когда элементы начинаются, прям прекрасные работы. Вот здесь, да, кстати, Михаила Терещенко, очень рисунки пятном, прекрасно, посмотрите, вот здесь вот хорошо, очень хорошо, да, вы увидите как раз вот этот разбор тоновый, и насколько от самого светлого до самого глубокого темного может быть, и посмотреть этого художника, да, тоже рекомендую, поэтому оставила. Так, Татьяна Маштакова, тоже хорошие работы, здесь в целом отличные. Пошел вот классицизм у нас с сравнением, да, хорошо. Вот посмотрите опять насчет окон и дверей. То есть мы увлекаемся деталями. Настолько ли темные там окна, как тут мы нарисовали прям каждое оконце? Нет. Хотите их прорисовать там внутри, возьмите формат побольше. Я буду, знаете, как это, одно и то же вам говорить. Потом мне начинают говорить, что мой голос слышно, когда вы рисуете. Да, немного я буду вам зудеть об одном и том же. Вот, поэтому я вот издалека вижу темные участки, вижу, а вот таких деталей не вижу. А мы там начинаем все рассматривать и все. А вот фронтон, да, энтамблемент очень прекрасно прям выполнен, верхняя часть хорошо. Но вот тут вы сбили как бы с самим небом. Зачем вы небо рисуете? Если небо светлее, да, чем здание, то и не надо, оно нам не нужно. Нам не нужно зачем-то небо, да. Нам нужно, мы не рисуем какой-то предмет просто так, мы его рисуем зачем-то. То есть вот это здание, например, мне нужно не для того, чтобы мне его нарисовать, а для того, чтобы выделить это. То есть тень мне здесь нужна, и здесь нужна тень. А небо, если оно светлее, зачем его рисовать? Тем самым вы сделали однотонный фрагмент, да. Сбили себя сами.
здесь. Хотя вот какие-то моменты прям прекрасны. Так, значит, да, по классицизму тоже. Вот рекомендовала, если вы не рядом прям стоите, ну, чуть легче рисуете вот это скругление. А если рисуете, то учитывайте, что чем выше скругление, тем больше у него будет радиус, да, такое скругление. То есть, смотрите, если здесь вы нарисовали эллипс вот таким выпуклым, то вот этот эллипс будет еще более выпуклый, потому что он еще выше находится. А если здесь у вас пологий эллипс, то этот будет еще более пологий. Поэтому, чтобы не было такого заваливания, а сейчас произошло, то есть у вас туда завалилось, а потом обратно завалилось, да, то лучше всего делайте просто площадь, да, об этом я говорю, более плоской. То есть если мы здесь вот так закроем, здесь нет никакого диссонанса. Откроем, диссонанс есть. То есть чуть-чуть, да. И вот здесь вот с окнами, смотрите, ну не везде мы видим все 6 ячеек, не везде мы видим все 8. Именно для этого я и просила вас нарисовать разные окна. Да, я вижу, что вы старались их рисовать разными, но вы везде прорисовали внимательно количество ячеек. И тем самым, безусловно, вы как бы реализм у вас получился за счет света тени и работы с тоном, да, но окна как глаза, понимаете, если вы у человека нарисуете на портрете какие-нибудь глаза и все вот эти 4 ресницы, то вот так вот и получится, понимаете, что окна это зеркало здания, зеркало души здания. Нарисуйте их естественными, не надо их копипастом рисовать. То есть такое ощущение, что мы нарисовали одно окно, и вот это одно окно везде вставили, как в фотошопе. Не надо. Так. Вот, лучше пусть будет не 4. Вот видите, здесь вот, Екатерина, вот здесь вот здесь видно эти окна, а где-то не видно, где-то блестит, а где-то не блестит. Вот лучше пусть это будет какая-то зияющая дыра без пересечений, но они будут разные. Это будет вот в этом масштабе работы выглядеть естественно. Хотите прописывать все окна, возьмите 1,5 метра на метр. Вот. Здесь хорошо. Тоже, да, вот. Но вот здесь хорошо, здесь как-то это. То есть у вас как с переменным успехом. Вот тут, кстати, тоже хорошо по светотени. Тут тоже тон не добрали вот в этом здании. Тон не добрали. Так, тут, ну, естественно, уплясал у нас фрагмент у барокко немножко налево, но задумка хорошая, работаете хорошо, продолжайте в том же духе. Так, вот тут уже прям, ну, целый, мне кажется, нам надо выставку окон потом делать после наших эфиров. Хорошие. Так, ну, как окна хорошо, но не по заданию, сами поняли, я думаю, в следующем эфире. Вот, очень нравится, Ирина, прекрасно, и вот здесь вот сделано. И уже вот вы уже светотень в каждом из элементов проработали, ну, собственно, видно, что вы уже опытный рисовальщик. Так, Елена... так, уже здесь видно работы. Так, дома снова. Екатерина, не хватает вам тона, да, добора. То есть вы понимаете, вы сразу либо очень светлый, либо такой прям темный. Возьмите разные карандаши. То есть видно, что одним карандашом и, скорее всего, HB рисовали. А вот это прям отличная. Я, кстати, да, на фоне талантливых понимаю, что мне точно 50 окон, начала легкомысленно. А на следующий день хоть что-то начала понимать. Вот прям видно. Вот понимаете, вот когда видно прогресс, тогда видно. То есть вот здесь непонятно, что-то где-то не связано, а здесь прям видно светлое, темное, без контура. Вот тут, да, где-то. То есть уже прям объемный. Он издалека становится прям реалистичным. Там даже глубина внутри окна видна. Вот вы сами же, выкладывая работы, видите на фоне себя, да, какие у нас получаются, Лена. А у вас, кстати, даже на аватарке такой немножко уплывающий. Вот. И здесь у вас такой же в стиле немножко. Вот. То же самое, как и всем, немножко вижу элементами работаете, но здесь вот главное не колонные элементы, а главное светотень. Вот. Чуть-чуть больше практики и возьмите еще помягче карандаш, будет легче. Светлана, ну вот вы взяли прям такой, решили полноценно его проработать. Тоже глубины тона не хватает из-за карандаша, а приклеенный справа фонарь, вот, у него будет побольше тон, вот, и тоже меньше будем видеть деталей. По сути, мы видим только общую форму, а вот там вот, иначе он такой очень странно получается, как бы здесь.
Так, тихо еду, дальше буду, когда-нибудь будете, Регина, не переживайте, вот этот дом хорош, ручки нет. Потому что ручкой, я поэтому и рекомендую сейчас карандашом рисовать, ручка не дает вам разлета тона, как инструмент. То есть вы то же самое, получается, как бы работаете, да, с... Одно и то же в карандаше гораздо легче прорисовать, потому что у вас градация от темного к светлому идет большая. В ручке, маркере эта градация, она сразу, она мгновенная, тем самым объема у вас не получается. Тоже Наталья, прекрасный домик. Тоже, вот как раз очень светлые, очень темные есть детали, объемные, они получаются. Вы молодец, что стали добавлять тоже что-то вниз, иначе если внизу нет ничего, он такой прям совсем, знаете. А здесь прям истории, не хватает бабушки на лавочке, да. Вот, тоже храм хороший, Лариса. Вот, любите архитектуру церквей, видно. Вот этот вот лучше получился, потому что здесь со светотенью. Поработайте с фоном еще обязательно. То есть используйте фон для себя. Если что-то светлее, чем небо, то отделяйте. Это вам очень поможет потом в акварели понимать, какое у нас, где у нас темное, где светлое. Где небо темнее, где темнее предмет. Вот. Я думала, я одна тут не умею рисовать. А прекрасно. Анна, вот опять набиваются на комплименты люди. Так, Елена, значит, вас пробила, да, тут на окна. Вот, о чем я говорила. Вот гораздо натуральнее, лучше, когда окна, ну, не надо все эти 100, 500, 400. Вот. Поэтому такой вот, да, классицизм более естественный. Объединяйте где-то эти ячейки общества, потому что они прям очень бьют в глаза. Скорее, они не всегда так хорошо видны, как нам кажется. Вот, так, Елена, вижу, уже ваши работы я сегодня смотрела, знаю, вот хороший, да, здесь храм, фон работает на вас. Значит, пожалуйста, друзья, ну, фотки, конечно, можете скидывать чуть-чуть, но самое главное, я тут немножко всех ругала, чтобы не в общем чате не надо делиться референсами. Пусть человек найдет сам. Поиск референса для себя – это тоже огромная часть обучения. Важная работа – найти его, понять, что вам нравится, разобраться. А то мы такие, а я не знаю, что мне нравится. А вот у соседа нравится. Сосед, дай референс твой. И получается, так вы свое творчество качаете или соседа? Давайте, нам же не 5 лет, мы же не в школе учимся. То есть мы же не маленькие дети, когда мы не знаем, чего мы хотим. Мы взрослые. А если еще не знаем, чего хотим, то стараемся себя слушать, а не соседа. Разбираться с собой, чего я хочу. Это что я хочу рисовать, что мне нравится. Вам может нравиться вообще другое. Да? И из тех же самых домиков кому-то нравится, не знаю, бревенчатый, а кому-то облицованный, кому-то синий, кому-то красный, кому-то высокий, кому-то низкий. Ну, здрасте. То есть выбирайте свой референс самостоятельно. Я верю в то, что вы можете пользоваться и выбирать. Прекрасно. Вот. Для классицизма хороший пример. Поработайте здесь с эллипсами. Очень сильно, получается, мы его вот так вот надули, как будто и центральная часть прям на нас, она такая, опа, вышла. Вот. Здесь будет поспокойнее, поспокойнее. Вы, Лилия, вы как раз на том этапе, когда вы уже знаете правильно, как строить эллипсы, и везде это показываете. Надо чуть-чуть подуспокоить себя, усредниться. То есть есть прям начинающие вообще, которые не знают, как строить. Есть те, кто уже опытные, знают и показывают, надо вот выйти на следующий этап профессионала, когда мы знаем, но стараемся придержать это знание. Ну, в рамках, то есть его не прям везде использовать, не утрировать, скорее, наоборот, его использовать спокойно. Так, ну, то, что чуть-чуть завалилось, вот завалилось налево, Оксана, это к вам относится. Когда сидите, выпрямляйте себя, спину и, пожалуйста, да, прям фотографируйте себя. Не знаю, попросите домашних кто-то или поставьте себе зеркало рядом. Посмотрите, как вы неправильно сидите, когда рисуете. Вот у вас налево все и заваливается. Вот, поэтому, а так по тону все прекрасно. Так, тоже Светлана, отличный вот этот домик, тоже церковь мне вот здесь нравится. Вот я даже издалека уже могу сказать, где как раз по тону вы правильно работаете, потому что это сразу видно.
Оксана, что-то у вас прям маленькие работы. Не фоткайте такие выделенные. Вот как раз у вас работа с линией, то есть явно видно курсы по скетчингу, вот, а скетчинг и живопись немножко в разных плоскостях находятся. Ну, грамотный скетчинг, опять же, нет, а вот немножко как-то у вас странные фотографии, что аж не видно тона, да, и тоже вижу, что ручкой, и непонятно, точнее, ручкой вот или карандашом, то есть как-то пастеризовано получается по... Вот это хорошая работа дальше. Это уже вот, Оксана, пожалуйста, друзья, выкладывайте работы, фотографируйте их так, чтобы хотя бы видно мне было что, а то ничего же не видно. Вот, у зданий нету низа. Представьте, что здание, во-первых, всегда травка-муравка, там, не знаю, какие-то бревнышки лежат, в конце концов, мусор какой-то, еще что-то, всегда прикрывает тот момент стыка здания с землей. А потом мы вот с вами лодки будем в этот четверг разбирать, там такая же история. И очень важно, что понимать, что здание на уровне земли не заканчивается. И если вы это знаете, то вы не стараетесь рисовать. Представьте, что оно туда уходит с фундаментом. А так вы его обрезали. И вот он стоит, такой прямоугольничек, стоит такой кубичек прямо на земле. У здания есть фундамент, оно не обрезается. Представьте, что оно уходит вниз, и не надо эту линию рисовать. Если бы вы ее не нарисовали, вот посмотрите, гораздо реалистичнее бы все было. А так, опа, и все, сами себе... Вот. Нету низа, вообще у всех предметов нету низа. Как только мы рисуем вот таких, знаете, и про людей мы будем об этом говорить, и про все. Стараемся уводить. Вот уводить, например, в тень, да, вот Руслана. Как раз вот здесь хорошо, в тень увели, и все, нету низа, здание вплыло. Про эллипсы, вот здесь тоже, вот здесь почти будет ровная линия. Ну, как минимум, вот этот эллипс, смотрите, у вас такой мягкий, а тут вы решили, опа, оно за такое расстояние, оно так сильно, сейчас купол назад падает. А вот, кстати, крест очень красиво нарисован. Тоже, скорее всего, не задумываясь, просто точненько так сделали, и получилось реалистично, то есть раз-раз. Вот, а тут обрезали здание, и оно сразу у нас детский кубик приобрело. Хотя, в принципе, по тону почти там везде где-то работаете. Вот здесь по тону не линиями больше. И вот здесь разбираетесь по тону, что светлее, что темнее. Да? Что светлее, что темнее. Линии здесь нету. Вот. И мы низ нарисовали и сразу, то есть даже по размеру вот это вот и вот это, видите, отличается, потому что мы тут все обрезали его низом. Не обрезайте низом. Так, Василина. Какие имена у вас красивые все. Вот такой прекрасный домик. Кто-то запаздывает, ничего страшного. Да, покрова на нерли немножко игрушечные. Вот здесь вот хорошо. Эллипс в ту сторону не будет. Посмотрите по эллипсам. Если над нами, выше нас, то тогда всегда наверх у нас чуть-чуть. Либо прямая линия, что всегда будет беспроигрышным вариантом. Инга. Да, антистресс. Рисуешь красивые окна. Вот в классицизме вижу, но вы прям решили огромные взять. Тоже мы... Так, здесь хорошо, да, вот как раз хорошо. У колонн будет небольшой объем, можно легкой штриховкой его дать, и тогда сразу прям этот дом будет объемный. Можете доделать эту работу. Так, элементы. Классно. Мне очень нравится, что перестала быть детская обводка элементов у всех. И стали думать как раз пятнами. И тем самым у вас вот здесь получился объем. Но вот здесь роза такая прям готическая. Так что такой, знаете, как... Все-таки они из стиля в стиль что-то все время брали. Так... Вы, Елена, вижу, новичок, сразу на 4-й сезон, ничего страшного, работаем внимательно. Вот здесь, видите, уплыл, конечно, домик у нас. Старайтесь не думать и не смотреть на элементы. Художник рисует пятно. Если хотите реализм, то нужно перестать рисовать окна, прям людей. Мы рисуем различные пятна, разной теплохолодности, разного объема и формы.
Ну, если говорить пририсуем, вдохновляемся-то мы, конечно, предметом, домиком, человеком, окном там и всем остальным. Но когда начинаем рисовать, чтобы нарисовать его реалистично, то мы стараемся вот этот прям гораздо лучше. Поработайте, определите, что темнее, что светлее, где. То есть у вас, я вижу, много линий, тоже такая, но меньше именно тона. То есть вот здесь вот не бросайте, доведите, переведите референс черно-белый, посмотрите, какой тон должен быть у предмета. Ирина. Сильно темный фон, безусловно, в стилизации быть может, но в реальности не может такого быть, чтобы такое освещение было на здании и темный фон. То есть темный фон как будто бы у нас ночь, а здание у нас тогда должно быть темное сверху, светлое снизу, потому что будет искусственное освещение. Немножко тогда по тону, видите, диссонанс. То есть подчеркивать надо, но тогда не так контрастно. А вот с окнами здесь хорошо, разнообразие есть, но тоже, не лепите все всегда 6. Вот здесь, там, где вы их убираете, все эти детальки, гораздо интереснее получается. Вот и по нижней части. Ну вот здесь скопипастили тоже такие. Оп-оп. А вот тут разные нарисовали, и классно получилось. Хей. Вот сами же видите, наверняка уже видите с каждым этапом просто... Так, только по первой части тоже. Вот хорошо, только добирайте тоже тон. Добирайте внимательнее. Понятно, что это хочется перескочить на следующий. Микроскопический очень сложно в таких маленьких домиках. Вот здесь вот хорошо, вот в этих очень сложно, непонятно. Оставляйте свет, что-то будет все-таки светлое, что-то темное. У вас все в среднем тоне и сливается. Надежда, то есть... Определяйте, что самое светлое и что самое темное. И обязательно возьмите карандаш, там, не знаю, 8Б. И вот что самое темное, рисуйте самым темным. Самое светлое самым светлым. То есть оставляем. Иначе все в средних тонах, и оно теряется. То есть я вижу, что вы правильно работаете с объемами, но вот этот вот средний тон, он вас... Так... Все молодцы, да, и вы молодец. И вот здесь вот с окнами тоже хорошо, что они нигде, не везде, да, вот эти все 8. Конечно, улетела у вас перспектива здесь наверх. Когда мы стоим, ничего наверх не уходит. Все уходит вниз от угла. Все идет к нашим глазам, соединяется в точке схода на линии горизонта. Когда вы рисуете по референсу, проверьте себя. Не надо придумывать. Возьмите линию с референса и вот так вот ее передвиньте на свой рисунок, и вы поймете, куда она идет. Если сомневаетесь, приложили линейку, сразу поняли, наверх она идет или вниз, наверх или вниз. Все, достаточно этого. Не знаете, куда уходит, всего лишь ровную линию приложить. Вот здесь вот тоже, похудее будут колонны, это однозначно. Вверх хорошо, дальше тоже побыстрее хотели закончить. Вот. Тут хорошо с элементом, да, чуть больше практики, будете ровнее рисовать и проверяйте себя всегда на направляющие. Так, да, вот видите, я уже сегодня говорила, опять эти 6,8, а где-то 3, 4, сейчас 12 или там сколько. Ой, боже мой. Я думаю, вы поняли. Так, Марина, хорошо, вот здесь посмотрите, скорее всего, они немножко разные. Сейчас у вас 2 треугольника такие вот, и будет гораздо более объемно. И интересно. Так, Анна, да, с окнами мы поняли. У всех одна и та же история. Потом у нас начнутся после эфира хорошие. Вот, Елена, да, хороший такой прям у нас барочное здание. Тоже чуть-чуть уплыла перспектива. Лучше пусть она уплывает вот в эту сторону, чем вот в обратную, да, потому что у нас все-таки кверху все соединяется и уходит. Но я думаю, вы и сами это знаете, а по тону молодец. Вот. Очень красивые окна, вот эти, да, прям отдельно. Если просто, да, отдельно о них говорить. Вот, Инга, вы сами себя не бережете, прокладываете либо один листик, вот отпечаталось то окно сюда, да, то есть, конечно, это дало какой-то эффект, но, по сути, вот вы работаете углем, да, графитным, то есть это, конечно, вам тон забивает.
То есть они складываются, листы друг с другом, трется друг об друга, и получается совсем не тот эффект. Друзья, погнали опять наверх. Спасибо. Спасибо тем, кто специально издевается надо мной в этом эфире. Можно хотя бы на время эфира не писать ничего. Так. Ну, мы уже близки, где-то я тут в районе окон. Да, вот, 12 октября. Мы уже приближаемся, мне хотя бы не столько листать. Так, работы по другим курсам, другое место, да. Вот финтифлюшки, прекрасная барокко, хорошо, правильно построенная. Вот здесь и сразу видно, да, объем. Можете использовать еще тоже фон, было бы хорошо. Вот опять, Елена, вы набиваетесь на комплименты, а зря. Я просто... Вот это вот, знаете, выложить хорошую работу и написать: ой, это не мое, что-то у меня сегодня не получилось. Друзья, я правда, я вот сейчас, может, жестко скажу, можете на меня обижаться. Но я, давайте как-то, правда. Если вы же сами видите, что работа хорошая, если вы думаете, что я сейчас буду... Я хвалю всех за реальную работу. И другие люди здесь тоже поддерживают. Вот. Не надо, как это сказать, умалять своих достоинств. От этого комплимента я скорее больше не люблю такое. Так, потому что если хорошее, это и так видно, что хорошее. Вот, значит, покрова, да, хорошо получились, перетемнили здесь. Возьмите тоже отдельный лист для каждого. Вот там, где светлые церкви, прям... Хорошо. Где темные, поработайте. Где темные, скорее всего, небо светлое, да? Вот. То есть чуть-чуть перетемняйте. Значит, смелости, Светлана, хватает, а вот как бы аккуратности чуть-чуть, да, нет, внимательности. Поэтому старайтесь себя сдерживать. Вот здесь вот, кстати, очень хорошо построено. Старайтесь, у вас тот же демон, что и у меня, говорить себе посветлее, посветлее, посветлее. Вот. Так, да, хороший у нас храм. Вот окна тоже прекрасные. Но как окна отдельные, да, как для здания, опять мы поняли, нам эти все 8-10 не нужны. Так, молодец. Вот здесь Светлана тоже. Вижу, кто. Опять рисуете все 3 сезона, выкладываете в другой чат. Анна, очень красивое здание, оно само по себе, видно, что у вас штриховка, что вы занимались, есть художественное, вот, какая у вас фамилия красивая из 2, значит, и здесь как раз видно, да, на хорошем примере по тону разборы, когда не хочется, как говорится, и уходим уже, вот можно всегда опускать, упрощать, но... Самый светлый, самый глубокий темный. И вот этот вот, чем больше у вас эта тоновая раскладка, тем объемнее ваш предмет будет получаться. Так, вот кое-что на скорую руку, Руслана. Ну, да. Все, я сегодня прям... Вот, это все-таки не 3 секунды, вот здесь вот хорошая работа, и вот это тоже по тону хорошее. Тут слишком много обводки у нас получилось, и как-то немножко непонятно. Вот здесь то ли рама из 2 частей, то ли из 3, если из 3, то ее здесь не хватает, вот, то ли, конечно, нам надо... Это явно не на скорую руку. Так. Так. Тоже оконца. Вот как раз чуть-чуть, вот повнимательнее. Вот здесь хорошие окна. Чуть-чуть больше усидчивости. А так, в принципе, правильно. Так, Ольга, уменьшили вы зингер просто до микроскопического масштаба и прорисовывая все детали, получили его темным. Я об этом сегодня говорила. Возьмите формат побольше. Помните, золотое наше правило. Каждая следующая деталь делает здание темнее. То есть, если хотите сохранить свет, то значит детали не добавляем, сдерживаем себя. И видите, что как только вы подвели границу внизу, так сразу ваше здание стало более кукольным, чем хотелось бы. Вот здесь бы не было бы границы, было бы интереснее. Опа! Все. И не портим себе сами работы.
Молодцы, надо гордиться своими достижениями. И нормально говорить, не преуменьшать их и не преувеличивать, а адекватно говорить. Я сегодня постарался, у меня получились вот такие окна. Да, я скорее к этому, понимаете? То есть я же вложил труд. Да, пусть у меня не получилось так, как я хочу, пусть у меня не получилось как-то там, но я не занижаю себя и не возвышаю себя. Я говорю о том, что как я могу и насколько я могу сейчас, я сделал. Вот. Потому что иначе получается вот это вот, когда вы выкладываете супер работы, понимаете, что сейчас, чтобы понятно было, и говорите, ой, ну что-то у меня не очень получилось. Вы как бы даже не то, что сами вы коллег своих подводите. Следующий человек, который боится начинать, он видит, что если у вас, он видит, что у вас шикарная работа, и он видит такой, шикарная работа, а человек пишет, ой, что-то у меня не очень получилось, он просто даже боится выкладывать, понимаете? Ему страшно, он думает, ну если это не очень получилось, то что тогда у меня? Адекватная самооценка помогает и вам, и окружающим поддерживать друг друга, не забивать желания других, не забивать их уровень, понимаете? То есть, если у вас хорошая работа, ну, пожалуйста, не пишите, ну, что-то я сегодня так вот, не знаю, там, слегка за 3 минуты набросал, или... у меня что-то вот, ну, совсем не получается, плохо, и вообще все валится. Это, знаете, это как отличники, которые стоят перед входом, там, все выучили, все знают, и такие стоят. Я такой была в какой-то момент своей жизни, и я понимала, почему меня там кто-то, знаете, не любит, или какие-то моменты, да, происходили. Ну, по крайней мере, в моей группе просто над этим смеялись, ага. То есть, когда ты стоишь, все выучил, у тебя круче всех получается, а ты такой сначала всех завел, потом пошел, первый экзамен сдал, а все уже в раздраженном таком состоянии, все уже в нервозе и все в переживаниях. Вот не надо, пожалуйста, в этом и есть поддержка друг друга. Она не только в том, как вы рисуете, она в том еще, как вы позиционируетесь. И нужно просто позиционировать адекватно. Выложите работу, скажите, что я постарался настолько, насколько я умею сейчас. Я вижу свои минусы и буду идти дальше, и буду стремиться. И если вы хорошо рисуете, то потратьте свое время, поддержите лучше другого, скажите, вот вы молодец, здесь это. Естественно, как даже хорошо рисующий человек видит, что у него где-то что-то не получается. Естественно, я этого не умаляю, но адекватное восприятие того, что вы рисуете лучше, чем многие, кто, допустим, выложил в этой группе, поможет как бы... Если вы это понимаете, то помогите другим. Не надо их, наоборот, своей вот этой вот позиционированием не совсем верным, забивать их желания. То есть, когда они смотрят, а вы пишете такие, ну, что-то сегодня не очень удалось, вы тем самым не помогаете. Вы тем самым просто как бы человеку, и он думает, ага, если вот это не очень, то что тогда у меня? Понимаете? Это важный психологический момент. В этом тоже есть поддержка и ценность. Итак, значит, я думаю, что понятно, да, о чем я говорю. Так, Оксана, так, трудновато рисовать с фото не слишком контрастного. Выбирайте контрастное. Выбирайте контрастное. Для контрастного, конечно, легче. Конечно, легче для начала взять контрастное фото. Вот. Но здесь я уже вижу вот эти, например, окна, вот верх здания прям супер-мега реалистичный получился. Конечно, когда пляшет перспектива, то поехал. Но я вас прям хвалю за разные окна. Вы молодец. Вот. Потому что они действительно разные, одинаковые окна становятся разными. Да, перспективы еще есть над чем работать, но всегда есть плюсы, всегда есть минусы. Так. Здесь, Александра, не поработали по тону. У нас здание все-таки темнее, да, чем небо. И мы смотрим, неважно, насколько само здание красиво нарисовано, важно, чтобы было все-таки у нас, если вы рисуете это как-то пейзажем, то тогда выбирайте, что темнее, что светлее. Да-да-да, это вот на лекции начинала рисовать. Хорошо, что вы на меня где-то ссылаетесь, приятненько. Да, собор во Владимире отлично получился.
улетела перспектива вниз, но поработайте еще над этим. Лучше не делайте никакой перспективы, нежели, ну, то есть, как сказать, она как минимум должна быть вертикальная. Лучше вертикали держать вертикальными, да, то есть понятно, что эта перспектива, это одно, но лучше вот так не делать никакой тогда перспективы, чем, то есть просто сделать вертикальные линии, потому что она на самом деле будет идти кверху, да, у нас. Так, Наталья, вижу, что вы опоздун, но здесь по форме вы все правильно нарисовали. Вижу, что скетчингом занимаетесь. А вот по тону нет, у нас работа здесь немножко другая, работа с тоном. Вот эта линия ничья, это просто линия. У куполов любая линия делает изображение плоским. В данном случае, как стилизация, это имеет место быть, как вот вы здесь линии сделали изображение, например, зелени плоским. И уплощение – это определенная стилизация. Мы сейчас говорим про живописность и работаем над тоном и объемом. Поэтому вот смотрите, насколько любое объемное, например, вот здесь в карандаше, одной достаточно линии сделать плоским. То есть она становится, опа, плоская. Вот. Линия ничья, мы уже понимаем, она ничья. Она ни к небу не относится, ни по тону не относится. Она темнее, чем то, и темнее, чем то. Поэтому это не по нашему заданию. Пересмотрите, пожалуйста, еще внимательно. Ольга Глебова, вы молодец. В принципе, все правильно. Самые темные можете чуть полегче. Это вам индивидуально вести. Так, вот здесь прям прекрасное вот это окно, прям такое с настроением. Класс. Вот. Так. Снова, значит, Наталья, вижу, вот здесь вот тут вот гораздо лучше, да, уже у нас. То есть работа как раз с тоном, не с линией. Хотя я вижу, что у вас и практика рисунка есть, и как бы сама рука очень устойчивая. Это все заметно, понятно. Просто я как бы говорю какие-то минусы, потому что для меня все равны. И те, кто начинают, и те, кто уже опытные. Потому что всегда есть, во-первых, над чем работать, адекватное восприятие. Я говорю только конструктивную критику, стараюсь, да, ее вести. Именно поэтому я личностно стараюсь не относиться, даже если я как бы, я вот прям вижу, просто отношусь к каким-то работам. И что-то всегда, я всегда знаю, что в моих работах что-то всегда можно исправить, поэтому я и не говорю, да, там о том, что вот там это идеально, это идеального нету, всегда есть какие-то моменты, которые можно сделать лучше, да, поэтому или там подправить, или изменить, и это нормально, поэтому смотрим, работаем. Значит, да, окошки подвезли, хорошо, вот тоже, да, здесь вот почему-то, знаете, как 8 научились, значит, 8 есть, потом есть 4, потом есть одно такое, 4 здесь, да, скомбинировали. Ладно, здесь уже всем понятно, я думаю. Так, Наталья, вот очень хорошо вот здесь вот с домиком, только опять мелкий формат, и непонятно вот здесь вот колонны, что-то их затрясло вот здесь на середине, и надо их немножко вернуть. Вот, а вот здесь вот тоже хорошо прям проработано по тону. Так, Лилия, да, возьмите потоньше карандаш, потоньше. Я когда беру толстый, я заполняю большие формы, а толстым заполнять маленькие формы плохо. А вот здесь, посмотрите внимательно, у колонны нету двух темных границ. Есть темный тон за колонной, и к колонне он никак не относится. В этом-то и минус работы с линией. То есть линия вот у нас, а тон это у нас цвет, да, объекта, поэтому там у нас темный тон, а колонна светлая, а вот иначе получается, что у нас обводка всего. Так, Наталья Емилова, да, с окнами, но я думаю, что вы уже поняли, в чем ошибка, тоже опять скетчинг, стараемся работать с тоном, темное, светлое. Так, классицизм, объемные колонны таки получились, и прям все, вы и прям и коней, и все. Ирина, чуть попроще. Чуть попроще. Вот когда работаете с деталями, классно, они у вас получаются классно, никто не сомневается, но вам надо работать уже над смелостью штриха. То есть этот как бы аккуратизм, да, чуть-чуть убирать, потому что вот в том случае, когда вы уже с тоном хорошо проработали, он у вас, вот здесь вот, понимаете, получилось, вот здесь тон есть, а здесь
граница. А надо разобраться, что там тон или граница. Тем самым у вас получилось надутое внутреннее пространство. Оно надулось как бы на нас. Потом надутая колонна. Потом снова надулось пространство. То есть, а здесь вот окно спряталось. То есть, вот здесь не граница. Здесь должна быть разница в тоне. Кто-то светлее, кто-то темнее. А линия нам сбила. И вот тем самым из-за большого контраста у нас получается такая пум, пум, да. Старайтесь просто, то есть надо немножко усредняться для уверенности. У вас уже все есть для того, чтобы более уверенным штрихом работать. Вот. Хорошие окна, мне вот эти нравятся, 4. Вот. А наклон то вправо, то влево, сидите неправильно к листу. Мы уже сегодня разбирали. Надо, значит... Так, 50 окон тоже все. Ну, вот когда вот пошли, вот 27-е хорошее, 28-е. Можно без наклона их рисовать. Суть как бы в одинаковых, но разных. 35-е, 42-е. Здесь непонятно, что темное, что светлое. 33-е вполне. То есть вот как какие-то прям хорошо проработанные, то есть по тону вы разобрали, какие-то нет. Так, опять пристрой материалов, друзья, не сюда. Так, хороший у нас, хорошее здание. Тоже не разобрались, что темное, что светлое. Возьмите бесфактурную бумагу. Сбивает, она забивает карандаш, вы спотыкаетесь об него. Суть такая, но рамы будут толще, то есть рамы будут не такого тонкого. Пропорционально посмотрите на толщину рам относительно окна. Вот это ближе всего, вот это ближе, а это очень тонкие. Так, как элемент хорошо, все перетемнили. У вас со смелостью все прекрасно, а вот вам нужно чуть-чуть себя останавливать и говорить чуть светлее, светлее, светлее. Вот. Используйте белый лист больше. Екатерина, вот спасибо за ваши окна, они прекрасны. Вот они разные, одинаковые и разные, и реалистичные получились. Вот с деревьями надо работать, потому что деревья – это общая масса. С деревьями, как и с окнами, будет просто пятно. Да. Ну, вот здесь чуть такие, чуть вы стали так это как-то... Ну, вот, хотя в целом неплохо, но, да, тоже повнимательнее, побольше порисуйте. Тут прямо прекрасные окна. Так, ну, хорошо, все красиво, да, перспектива будет дальше. Вот элемент красивый. Видите, сколько вы нарисовали? Вы огромные молодцы. Я вижу, как вы друг друга поддерживаете. Это прям супер. Тоже, Светлана, прям вот, знаете, вот я же не просто вам так 50 окон давала, да? Теперь вы суть поняли, когда пошли многоэтажки. И вот сразу видно, когда началась вот эта Сталинка, Хрущевка, да, и мы такие, вот в чем прикол-то этих 50 окон, что вот, и смотрите, какая она не одинаковая, хотя по сути окна одинаковые, да, то есть, но они одинаковые, когда их поставили, а вот когда их художник рисует, они не одинаковые. И когда вы их рисуете не одинаковыми, когда вы их рисуете вот такими, как вы их видите в этот момент времени, все становится реалистично. Вот и весь секрет. Кто это понял, у того все получилось. Вот. Инесса, да, тоже, ну, здесь вот слишком вы упростили, там окна, но в целом, да. Хотите поржать? Вот. Работаем. Анна, возьмите формат покрупнее, а инструмент потоньше. Тогда будет легче. А вот это вот вполне очень хорошо сработано. Так, вижу тоже окна, пролистываю сейчас что-то. Так, кто карандашами, да. Вот хороший совет, да, и 2Б, 4Б. То есть уже как-то сообразили, что нужно-то и карандаши. Вот, да, вот, Инесса, отлично. Вот, уже можно и за хрущевки браться. Прекрасный пример, да, проработки.
Вот, Екатерина, у нас пошли, да, наши, чуть-чуть у вас перспективу подвела, да, немножко, хотя тут еще, скорее всего, фотографирование, потому что вижу сгиб, да, скорее всего, достаточно ровно, а вот сфоткали вот так вот в перспективе, из-за этого кажется, что поплыло. Вот этот вот следующее окно, оно будет меньше, да, и уже предыдущего, а еще у вас линии перспективы здесь параллельные, да, то есть если вверх все правильно, то дальше они будут более горизонтальные, потому что вот здесь линия горизонта, они у вас получились параллельные, увлеклись окнами, немножко забыли, но по окнам вообще прекрасно. Вообще прекрасно, потому что даже эти одинаковые окна у вас получились разными, где-то что-то это, и получилось реалистично. Это вот к вопросу о том, как. Так, сталинский ампир. Вот, прекрасно. Тоже, видите, стараемся уже, когда даже пятнышко, окно, слава богу, что я перестаю видеть вот эти вот, знаете, одинаковые прямоугольные окна. То есть даже когда у нас пятнышко, окно, они все разные. Какое-то пятнышко длиннее, короче, светлее, темнее, объемнее. Да, вот тут вот этот ряд как раз почти одинаковый, он нам избивает, а вот здесь вот они достаточно хорошие. Тут вообще отлично получились. То есть мы видим где-то темнее, где-то светлее, все разные, сразу реалистичность, и зелень у вас хорошо пятном. То есть когда с тоном, когда хорошо, тогда хорошо. Вот, а их из головы надо выдумывать. Это вопросы для тех, кто не смотрел или невнимательно смотрел эфир. Значит, если вы что-то не уловили в эфире, конечно, вы можете спросить в группе, но честнее всего и правильнее будет просто открыть эфир, перемотать на эту часть, когда я конкретно рисую, да, окна, и посмотреть, про что я там говорю. Вот, перемотка работает. А еще можно ставить скорость x2, да, можно ускорять, например, на Ютубе, и вообще и здесь тоже можно ускорять, и тогда все будет быстрее в 2 раза. То есть, если у меня там эфир 2 часа, он будет за час. Но как бы я имею в виду, если вам нужно пересмотреть его, освежить в памяти. Вот эти окна прекрасные. Тут опять как бы, ну, то же самое, да, то есть все-таки хочется, и все везде просто рамы белые, а рамы могут быть не везде белые, не везде будут видны. Так. Чуть-чуть, да, зингер, чуть-чуть уплясали окна. Эта часть будет там немножко какая-то у вас правая или левая будет более теневая, но вот крыша хорошо, прям отлично. Вот тоже. Смотрите, когда вот это вот, когда начинаются детали, разбирайте больше по тону. То есть верх хорошо, по тону разобран, здесь нет немножко глубины внутри, а тут вы начали работать только с деталями. Вот здесь окно. А тут вот линия. Вот окно хорошо, а линия-то зачем нам? Не нужна. Если глаз достроит и поймет, что там есть, то есть линия, тогда тон должен быть. Это ничейная линия. Вот опять ничейная, беспризорная линия снова. Понимаете? И опять мы уходим в маленькие какие-то детальки. Ну зачем нам эти ковшечки там стоящие? Или вот это вот все. Сделайте все общим каким-то фоном. И из-за этого вот на вот этой части, то есть если крышу не убрать, тут начинает все сливаться и рябить. То есть у нас все среднего тона. А должно быть более объемное, чтобы мы понимали, какого оно. Так, ну вот мы уже тут приближаемся. Кто-то, да, Марина, вот, прекрасные конспекты, да, кто-то только начинает, вы все равно молодец. И вот, вы смотрите, все сразу конспекты. Тут убежала перспектива, немножко не в ту сторону, а так в целом вот хорошие очень примеры. Вот здесь вот новорусской архитектуры, вот верхушка мне очень нравится. Все правильно вы работаете, продолжайте в том же духе. Так, 50 окон, да, ну, как бы, можете, конечно, их наклонные, но под наклонами вообще, в принципе, но вы молодец, что вы тут за час старались эти окна нарисовать. Значит, Елена, вот, значит, посмотрите сегодняшние эфиры, все комментарии тоже, чуть-чуть вам лично, да, меньше деталей, больше работы с тоном. Вот, смотрите, как бы, все детали вам делают детский рисунок. Вместо того, чтобы мы рисуем не детали, пересмотрите эфир еще раз. Что я рисую? Я рисую только темное и светлое. Благодаря темному и светлому у нас и получается весь объем, да? А детали вообще не нужны. Неважно, что у меня написано на футболке, если, как сказать, или в какой цветочек мое платье. Не это делает меня человеком. И объем в моем лице создает тоже не это.
Вот, а вы как бы на здании рисуете его одежду, а это не нужно. Вот, хорошо, да, но очень упрощенно, Светлана. Ну, к вам относится, берите формат больше. Так, вот, вы молодец, много окон, тоже какие-то лучше, какие-то хуже, но это нарабатывается, зато вот здесь вот этот прям прекрасный тоже образец. Но вот тут вот единственная, да, проблема, вы взяли и обвели, то есть вот, а посмотрите, что светлее, что темнее, не будет там теней прям с двух сторон, ну как бы будут, здесь фронтально я вижу, что освещено здание, но они где-то будут мягче, где-то не будет вообще. Как только они прям совсем обведены, получается, вот это супер реалистично, а здесь вот из-за этого у нас немножко все уходит. Вот, тоже вы молодец, что окна разные. Теперь еще и по перспективе, чтобы они уходили и были меньше дальше. Чем дальше, тем меньше. Вот. Ой, тут такие аж с цветами пошли окна. Ну, тоже хорошо. Работаем. Так, да, по тону все хорошо. Так, целые статьи. Так, окна. Когда рисуете окна, ну да, фон может быть в целом вот это вот хорошее, вот эти здесь. Ну, видно, что уже, да, какие-то лучше, какие-то нет, но в целом вы молодец. Так, вот, да, у нас Ольга, вот, получается, по сути, все наши 6 окон одинаковые в жизни, разные при рисовании. Вот это прекрасно. Так. Тоже. Вот хрущевочки начали получаться у всех, потому что все поняли эту историю, зачем я вам всем задавала. Вот. Спасибо, Анастасия, за ваш труд, прям приятно. Ну, я стараюсь, что же делать, на общее благо творчества. Вот здесь тоже у нас беспризорные линии, сразу видим, не довели тон. Тон не должен быть небом, должен подчеркивать что-то. Хотя окна хорошо, то есть даже такие маленькие, они у нас разненькие. И вот здесь тоже разненькие, а здесь что у нас? Вот тут всего лишь навсего затонировали бы то окно прям прекрасное, ведь здесь разобрались с тоном. То есть в какой-то момент вы теряетесь. Вот, поэтому чуть больше здесь разбираться, прям вот практически. То есть смысл правильный, но работаем. Еще над тоном. Так, вижу много конспектов, прекрасно. Да, хорошо, общий смысл, даже здесь окна, хорошо. Вот тут вот опять, то есть у вас где-то прям хорошо, где-то поленились, то есть невнимательно. Посмотрите, насколько будет сложная форма вот здесь по краю здания. Если вы его, то есть каждый вот этот вот элемент будет иметь выступ, и это важно. А то вы взяли и его упростили, увлеклись окнами. Нам сейчас, знаете как, мы поэтому и отрабатываем с практикой, понятно? Это как езда на машине, то есть нам надо, вам инструктор говорит, смотри, там поворотники, там поворачивай, еще и знаки, еще и надо газ, тормоз запоминать. Да, все надо запоминать, постепенно будет легко обращать внимание и туда, и туда. Светлана, очень много деталей. Я не сомневаюсь, что вы прекрасно работаете с деталями, но все-таки здесь пока нам надо из-за обилия деталей. Бывает такая стилизация, то есть она неплохая, то есть вообще нет ничего плохого или хорошего, но получается, что она немножко опять плоскостная, потому что не хватает объема. У вас внутри-то градация тона в принципе присутствует, но сейчас как бы чуть-чуть объемнее хочется, да, этот момент сделать. И из-за деталей все становится темнее. Да, хорошо, только вниз у нас ничего не сужается. Вот у нас как будто талия там, как будто кто-то снизу держит, да, все-таки надо. Вот. Фраза «ничейная линия» прям сожгла лампочку в голове. Пазл сложился. Отлично, да, то есть линия, она неплоха, она должна принадлежать кому-то, или небу, или зданию. То есть, когда она никому не принадлежит, она беспризорная, и она просто ее хочется стереть. Вот, она вам мешает. И в этом-то и разница у скетчинга как раз такого, знаете, просто который зарисовывает объекты, и живописной работы. То есть мы с вами стремимся сейчас работать именно с пятном для того, чтобы понять разницу в тоне. А иначе у нас везде вот эта линия есть, а мы не понимаем, объект темный или светлый, да, какой, и не сравниваем. Наталья, прекрасная работа, да, что уж тут сказать. Хорошо. Так, здесь тоже. То есть вы все молодцы, рисуете основные моменты тоже, Инесса. Вот вижу,
больше присылайте, а то одних и тех же вижу, это неплохо, но как раз можно посмотреть. Вот, разные типы. Светлана, прекрасные окна здесь. Ну, то есть я вижу, как даже прогресс у всех начало проламывать, в общем, да, доворачиваться все. Вот. Так, благодарю, очень надеюсь, что сохранится эфир, он очень ценный, надо на работу, убегаю, понимаю, всем надо. Так, да, тоже хорошо, Терина здесь хорошо, больше работаем. Так, да, всех, кстати, хрущевочки, прям вообще. Вот. Прекрасная у вас работа, Елена. Это как всегда. Вот, все, ой, у меня не очень, у вас у всех шедевры. Да, у других почему-то всегда кажется лучше. Но это не так. Смотрите на себя. Да, возьмите, вам этот шпиль в здании не самое главное. Впишите здание, а то мы, правда, уже скоро я вам микроскопы подарю. Вот, так, Ирина, молодец, вы молодец. Вот здесь прям очень хорошо элементы, вот эти прям очень хорошо. А тут у вас перспективка заплясала, точнее, скорее всего, наклон и фотографий. Фотографируйте тоже в соответствующей перспективе. То есть иначе кажется, что вы где-то накосячили. А это может быть не так, понимаете? Поэтому, ну, не наклоняйте-то вы от себя, да? Ну, то есть от себя вверх наклоните, то есть чтобы было соответственно. Вот, очень хорошо. Тоже точно так же. Вот в этом месте я это почему определяю? По вот этой линии, да? А кажется, как будто бы у вас она. А у вас она правильно, да, расположена, а вы сфотографировали так, и кажется, что у вас перспектива вниз сужается. А на самом деле я вижу, что если вот здесь сравнить, то у вас все расширяется и идет здесь вверх. То есть, а вы так сфотографировали? У меня вопросы просто только к фотографии. Зачем свою хорошую работу фотографией портить? Вот. Прекрасная работа. И вот как раз вы вот сказали, я здесь вчера читала, последнее фото не относится к теме, но нашла одну из работ, набросок по разбору тона, который делала несколько месяцев назад. Он без детализации, но сразу увидела все ошибки и линии, которые сбивают и окошки по классике, из-за которых не могла разобраться со светотенью. Абсолютно. Посмотрите, насколько ваша профессиональная работа с тоном здесь, как бы, и даже не скажешь, что вот это вы делали. Вот. Я просто... Это к вопросу, что мне хочется сказать огромный респект вам всем, что вы, это ваша работа, вы работаете над собой. И вот здесь вот, да, то есть возможность опускать внизу, да, не делать расчлененку зданий, вот эту линию не рисовать, сразу детская история. Вот она, беспризорная линия, да, она ни к этому дому не относится, ни к этому. А какая у них разница в тоне? А неизвестно. Что-то поставили единички, а непонятно. Так если единички, то линии там не должно быть, значит, должна слиться, правильно? То есть по разбору по тону, да? А у нас она не сливается, там какая-то линия. Тут тоже линия, и мы как будто бы расчленяем объекты. То есть тут вот по тону мы разобрали, а тут почему-то нет. Да, вот с одинаковыми окнами. Тут хорошо, а тут вот опять нас что-то. И мы постоянно должны себе, да, напоминать про пятно, про тон. Так, немножко, Елена, у вас чуть-чуть вот здесь вот уехала. Разберитесь по перспективе. Скорее всего, она там ровная. Если сомневаетесь, возьмите линию, приложите к фотографии или к референсу и посмотрите, куда эта линия идет. Так, Наталья, вот, белорусская архитектура, прекрасно, Минск, Сталинки. Чуть-чуть аккуратнее и держите себя в руках по тону. То есть, как я уже говорила вам, это тоже от самого светлого до самого темного. Не перетемняйте, со смелостью вижу, все хорошо. Вот эти домики хороши, но вот хорошая работа. То есть, вот. Здесь свет, тень, границы нету. Сразу, понимаете, реалистично. Вы же сами это видите, скорее всего, да? Ну вот. И на своих же работах отмечайте то, что вы видите, где получилось. А получилось именно там, где вы не обводили. Вот Наталья Рогачева, хороший пример, тоже для всех хороший, правда. Потому что тон... И все, и больше ничего. И сразу и издалека, и изблизи, ну, собственно, видно, что опять, это вот когда, естественно, я вижу, что у вас бэкграунд есть хороший. Конечно, это заметно. Вот, поэтому поддерживайте других, все вот это вот видно, когда и штрих, и линия, но это опыт. И каждый из вас, я уже вижу, сделал этот большой шаг. Так.
Вот тоже, да, рисуйте, давайте, Инга, рисовать еще, да, посмотрели работы по элементам и внимательно у нас окна и все остальное. Конечно, домашнюю работу это прекрасно, но... Так, Вета, да, тоже вот хороший у нас пример, да, работайте с фоном тоже, чтобы здесь не линия была, а тон, тогда мы разбираем, то есть у нас не вырезанный объект из чего-то, а все-таки мы его, вот эти домики прекрасные, этот тоже, да, то есть с избами все хорошо, то есть используем фон, если он нужен, чтобы подчеркнуть, что крыша светлая или какой-то элемент светлый, тогда мы понимаем, что светлое, что темное, вот. Так, карандаши, это уже сегодня, кто у нас в эфир входил. Вот, видите, смотрите, я все работы разобрала, вот вообще все практически, от верха к низу, по всем сказала. Так, теперь я снова войду в эфир лицом, потому что мы с вами все посмотрели. Я постараюсь сохранить эфир, конечно же. Хочу, чтобы вы тоже внимательно отнеслись и доработали какие-то моменты. Я думаю, что вы уже сами и на своем примере, и на примере других, и на примере сегодняшнего разбора работ видите какие-то нюансы, какие-то ошибочки, что можно улучшить. Всегда есть к чему стремиться. Я призываю вас, собственно, опять же, к своей мантре из моей книги, что я сегодня максимально постарался с учетом тех навыков и умений, которые есть у меня сейчас, и я знаю, что исправить и сделать лучше, и я постараюсь это сделать в будущем. Поэтому нам здоровая самооценка с вами очень сильно понадобится во всей нашей работе и в дальнейшем, и во всем. Только она помогает себя не гнобить за неуспехи и не превозносить за успехи, а действительно правильно двигаться соизмеримо каким-то этапом и понимать, что и будет и неуспех, и успех, и все это нормально, я это переживу, я буду двигаться вперед, делать то, что у меня получается. Если сегодня не получится, завтра получится. Спасибо большое, Настя, много стало понятнее. Отлично, я очень рада, да. Лилия, вы молодец, я вас сегодня видела много раз, ваши работы, вы работали. Сразу тоже присоединяйтесь к группе ВК. Последующем, я думаю, что сейчас еще пару-тройку тем пройдем, я сделаю такой же смотр, опять посмотрю, да, ваши работы где-нибудь уже к концу ноября, да, как раз мы пройдем вот месяц. Вот, и тоже посмотрим. Поэтому у нас очень там дружественно и тепло, и классно, и все. Я, конечно, вас иногда вот так вот, но друзья, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что я это от большой такой любви делаю. Я никогда никого не ругаю, просто там как-то... неконструктивно, я стараюсь как-то направлять общую тенденцию взаимодействия, вот, и, конечно же, там общие какие-то я скорее вас так немножко, чтобы направлять, вот, но, безусловно, это скорее с большой моей заботой и теплом, вот, но я, конечно же, вас хвалю всегда и верю, просто одной похвалой, если я буду, знаете, это иногда я смотрю на какие-то мастер-классы и работы, когда только хвалят. Плохо и то, когда вот только хвалят, плохо, потому что человек вообще без ориентиров, ему, знаете, нарисовал какую-нибудь кривенькую, косенькую, совсем страшненькую, вообще все плохо, и ему и тут молодец. Нет, надо хотя бы как-то отметить, какие моменты, над чем работать. Или наоборот, когда ругают просто за все, все, и тут не так, и тут не так, и тоже. Это понимаете, две крайности, я прям против них. Я за то, чтобы все-таки мы умели себя адекватно воспринимать, хвалили за успехи и понимали, над чем работать. И именно таким образом я стараюсь комментировать ваши работы и общаться с вами, то есть уже по-взрослому, то есть говорить, ага, здесь не так, но это совсем не значит, что это надо грустить от этого или то, вот не так, это можно подправить, а вот здесь вы молодцы. То есть я всегда отмечаю и плюсы, и минусы, они есть всегда и везде. Это нормально и правильно.
А и я еще узнала стили в зданиях, хотя раньше не интересовалась, а это интересно оказалось. Знаете, как круто, когда едешь где-нибудь по городу, ну и вообще, знаете, блеснуть своей эрудицией, там, не знаю, где-нибудь в среде подруг или еще что-то. А вот в каком стиле это здание? Да я уверена, что вообще далеко не все скажут. А если скажут, сразу поймете, что можете о чем-то с человеком пообщаться. Ведь также и кружки по интересам какие-то, и взаимодействия. Вы понимаете, что человек интеллектуальный, что он интересуется чем-то, что вы можете с ним поговорить как-то вместе на интересную тему. А вот я вот этого не знаю, а вот здесь, да. То есть это как бы помогает находить своих людей. Это очень важно сейчас. Огромное спасибо за ценные советы. Спасибо вам. Очень приятно и тепло. Да, стараюсь. Вот. Я надеюсь, что все было понятно. Присоединяйтесь. Уже, я думаю, сегодня вечером или, скорее всего, завтра будет анонс по 22 числу по каплям, потому что в субботу уже будет старт продаж. Вот. Не могу не сказать, говорю обо всем, потому что очень долго над этим работала, и я считаю, что это важно, и надо говорить над тем, говорить о хорошем, о своем, о большом труде. Вот. Поэтому я вас жду на всех моих и бесплатных, и платных курсах, на всех. Самое главное, рисуйте. Вот, самое главное, чувствуйте и получайте от этого радость, и общайтесь с единомышленниками. Для этого мы здесь. Для того, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы находить своих людей по интересам, объединяться в какие-то, действительно душевные группы, там, где есть тепло и есть поддержка. Это очень-очень важно. Да, будем рисовать и дальше. Искусство красит мир. Оно всегда помогало в самые сложные времена, и искусство, поэзия, люди объединялись именно по интеллектуальным признакам, по возможности взаимодействовать, потому что все мнения на все процессы, они могут быть совершенно разные, но процессы проходят, душа человека остается. Вот я стараюсь заботиться об этом. Вот. О чем могу? Что умею, то и делаю. Что умею хорошо, тем и делюсь. Вот. Так что обнимаю вас. Хорошего дня. До встречи в четверг на теме про лодки. Все. Всем рисовать. Или просто хотя бы улыбнитесь. Все. Пока-пока.